Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что присоединились к сегодняшнему шуму. Сегодня изрядно будем шуметь. Как всегда, шум — это проект для того, чтобы мы оторвались как следует в комментариях. Для того, чтобы мы, по-настоящему насладились общением и вот этим информационным буйством. Кажется, все приобретает краски, развязки. И Пезешкиан, президент Ирана, говорит: да давайте мириться, почему нет? Да, конечно, соблюдайте только то, что исправьте то, что натворили, не нападайте на нас снова и поговорим. Трамп уже говорит: мы победили, мы разбили, и крайними остаются как раз-таки европейцы. Обсудим это все сегодня в нашем сегодняшнем эфире. Это эфир и исключительно опирающийся на ваше мнение, на ваши впечатления и на наш совместный шум. Мы начинаем, как всегда, с игры в города. Города — это очень яркий и, что называется, хороший способ заявить о себе. Пишите, откуда вы, где шумите, где слышно. Ну и, конечно, вот я считаю, что этот шум должен слышать как можно больший кусок географии. Откуда конкретно вы? Значит, у нас тут Брянск, Белые берега. Прекрасно. Вот тут пишет: а извиниться за опоздание. Слушайте, давайте будем полчаса извиняться за опоздание. Как видите, график напряженный, новостей много, самое свежее, самое актуальное только здесь, и лучше поблагодарить, чем извиниться. Так, вроде как карма. Карма, знаете, так вот откликается. Значит, Чебоксары шумят, Новые Петровцы, Цимлянск, значит, Черновцы, Керчь шумит, Алматы. Если я называю какой-то населенный пункт, а вы там были или знаете про него, нажмите на лайк и поддержите наш резонанс. Значит, дома сижу, кто-то пишет. Ну да, Южный Урал, Чехов. Значит, прекрасно. Значит, Шелли слишком взрослый для 1 апреля. Сладости или гадости. У кого день смеха, у кого юморина, у кого день дурака. Кто как 1 апреля отмечает. Севастополь, Техас, Южный Урал. Привет всем, Славянск. Привет большой. Воронеж, Южный Урал на связи. Кишинев, Москва шумит. Тверская область шумит. Чернобыль. Прям оттуда, прям с Чернобыля. Ух, ничего себе. Обнинска, Берген, Норвегия. Шумит Трусковец. Ура, рада шуму. И мы вам очень рады тоже. Так, Саша, скажи, пожалуйста, что Запорожье шумит, пишет пользователь. Конечно, говорю, Запорожье шумит и предвкушает вот эти хождения по минному полю Зеленского, его несговорчивость, но кажется, там что-то в районе тестикул поджато. Сегодня поговорим, почему. Александр Афина с вами всегда. Грозный, Петербург, Петровск, Нефтеюганск, ух ты, Гранат Лонда, Ростов, Папа, УССР на связи, Ашкелон, прекрасно, Оренбург шумит, Вологда, Полоцк. Друзья, всем большое спасибо за то, что мы сегодня вместе. Давайте проголосуем в таком опросе, в конце подведем итоги. Формат очень простой. Мы шумим, пишем кто откуда, голосуем в вопросе, подводим итоги, и рубрика «Колобок. Куда мы катимся» — это на предложку ваши истории, короткие, подлиннее, и, конечно же, общаемся с чатом. НАТО без США станут. Вовсю же заговорили, что НАТО уже как бы все, да, основная подпорка, колонна НАТО уже уходит, и говорит: елки-палки, что ж вы творите? Франция не пропускает борты, которые летели на Израиль, как бы участвовать в военной операции. В смысле не пропускает? Франция, ты чего? Ты же НАТО. Там испанцы, с испанцами еще раньше был такой испанский стыд, понимаете? Так вот, НАТО без США станут варианты: слабее, опаснее и сплоченнее. То есть США как бы в сторонке будет смотреть, наблюдать, как вот этот НАТО без США будет еще резче, еще дерще. Одни только пролеты, залеты, удары со стороны НАТО европейского там на севере, северо-западе Российской Федерации. Ох, как этому может как бы подспорье быть. Следующий вариант. НАТО без США вообще не будет, то есть это все уже закроют, проект не будет и дальше. Еще есть такой вариант, что США из НАТО никуда не уйдут, это все блеф. Это все блеф, торги, деньги, бюджеты, вот эти вот все, скажем так, кулуарные бюрократические штуки. Просто Трамп очень классно всковырнул эту тему, он держит нос по ветру и начинает прикидываться: ой,
вы нам не помогли, нам нужна была помощь. Так как, зачем тебе помогать? Ты всех разбомбил, ты всех победил. Но, правда, Армузский пролив говорит, да не буду его освобождать. Давайте сами. Это фантастика, то, что он выдал сегодня. Говорит, значит, или собирайте бригады, корабли, там, кого надо, вперед, контролируйте, мы вам поможем. Или покупайте у нас керосин для самолетов. У нас, мы продадим. Вообще, короче, хоть так, в этом и есть. Оно, казалось бы, сумасбродное предложение, но в этом и есть весь цимис задумки Трампа. Мы или деньгами, или как бы с вами вместе поучаствуем, партнерство, проценты, там туда-сюда, но мы же главное, мы же их разбомбили. А что вы не хотите заходить? Там уже всех побили, там никого нет. В общем, Трамп выдал сегодня эту историю, ну а Европа окончательно обретает такой формат союза анти-Трамп. Ну и Зеленский окончательно становится анти-Трампом. Так вот, голосуйте, в конце подведем итоги, потом ваши вопросы, ответы, общение. Значит, Кодыма, Одесская область, Португалия, Тавира шумит. Фигерас, привет, привет. Фигерас, наверное, да, Турция с шелестом, будь потише. Спасибо большое. Львов шумит тоже. Так, значит, Краснодар на связи. Ой, прекрасно. Сургут на связи. Днепропетровск. Антон с Одесска. Все хорошо, отлично. И это здорово. Саша, привет из Львова. Когда этот дурдом у нас закончится? Ну, когда клоуны как бы уедут. Цирк, похоже, уже уехал. Похоже, уже, знаете, отправляется в путь. А там клоуны надо, чтобы посидели, протрезвели и тоже в путь дорожку. Вот тогда и закончится. Энгельс с нами, это прекрасно. Штутгарт, Ташкент, Днепр, Ярославль, Ялтушка с тобой, Саня, привет с Владимира, шумим. Шумим, друзья, Ильичевск. На связи Харьков, Ярославль, Ташкент, Краснодон, прекрасно. Каэдвен, Франция. Спасибо большое, друзья, за то, что шумите. Ну вот как раз таки с темы опроса и начнем. Сегодняшний шум. Значит, Рубио выходит и говорит, что США вообще могут пересмотреть отношения с НАТО после завершения войны против Ирана. Блумберг об этом пишет. По его словам, в Вашингтоне недовольны тем, что часть союзников не поддержала США. Речь идет в том числе об отказе предоставить доступ к военным базам, воздушному пространству. Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции, если НАТО защищает Европу в случае нападения, но при этом не позволяет нам использовать базы, когда это нужно. Это очень нехорошая договоренность, говорит Рубио, и намекает, что альянс может быть разрушен, если Штаты из него выйдут. Без Соединенных Штатов нет НАТО. Альянс может быть взаимовыгодным, а не улицей с односторонним движением. Вообще, конечно, обида Трампа — это, конечно, нечто. Но он же думал, что НАТО у него в кармане, он ими вот так вот вертит, вот так вот, вот так вот, вот так вот, давай, кручу-верчу, запутать хочу. Но не тут-то было. Все опасаются, ну и пожинают плоды. Только смотрите, плоды, конкретные выгоды пожинает Трамп. Опять нефть дернулась вниз, крипта дернулась вверх, после чего, после того, что Трамп расшаркался в переговорах и говорит, мне куча инструментов, мы со всеми договоримся. А Пезешкиан говорит, ну да, давайте договариваться. Он дает возможность отползти Трампу, но недалеко. До сухопутной же операции не дошло. Вот если была бы сухопутная операция, она, кстати, еще вполне возможна, потому что США потеряли, во-первых, и базы разрушенные, и самолет дорогущий за 500 миллионов, там, радиолокационный. И, понятно, по жертвам там все очень вилами по воде писано. Потери есть, издержки есть, они серьезные для США, но тут же нужно понимать, когда соскакивать. Вот Зеленский не понимал, что нужно соскакивать. В 2022 году, потом было окно возможностей осенью, я четко это помню, все так смотрели на саммит Г7, как на нечто, как на что-то. И вот представьте, тогда, в 22-м саммите Г7, и сейчас Г7, ну, это совершенно разные Г, понимаете? Рубио скандалит с Каллас, в общем, Америка уважать себя заставляет, но делает это очень специфическим образом. Нет, на публику очень и очень резок. КСИР, вот сегодняшнее заявление по поводу сухопутной операции, оно как бы четкое, понятное, яркое,
В своих тщетных мечтах рассчитывают установить контроль над Ормузским проливом, но эту мечту они унесут с собой в могилу навсегда. Побежденные враги, США и сионистский режим, должны знать, сознательный и стойкий народ Ирана и его достойные сыновья в вооруженных силах доказали, что отрубят ноги любому агрессору, ступившему на их землю, и повергнут его в унижение и поражение. Вот так вот сказал. Унижение и поражение. Всех победим. Только ступим и ногу откусим по колено, а может и даже дальше откусим. Вообще, резкий Иран, но у него такая роль, и они все прекрасно понимают. Вы представляете, как они готовились? Это оказалось вообще как бы не шутка, то, что они 20 лет готовились к войне. Они используют горы по максимуму, они разветвленную сеть подвоза боеприпасов, разные, скажем так, пути, и подземное, и наземное используют. Ну, правда, конечно, прилетает. Естественно, прилетает, потому что все-таки, как ни крути, надо с уважением относиться. Моссад свою работу знает, ЦРУ свою работу знают, они все равно как бы вычисляют определенные точки. Вот одну из этих точек вычислили в Исфахане, там конкретно был прилет и детонация после, то есть, видимо, нашли, так сказать, в общем, место, и полыхало ой-ой-ой как прошлой ночью, потому что все-таки поражение есть по Ирану. Безусловно, есть удары мощные, удары сильные. Вот полетели снарядики, там разные другие боеприпасы после этого поражения. Но с другой-то стороны, Иран выстоял, получается, уже победил. А при таких раскладах нельзя воевать долго. Нельзя, нужно соскакивать. И Трамп как бы предлагает соскочить, но, как всегда, обвинить в этом союзников, вот этих нехороших людей, которые ничем не помогли. Между тем, что очень важно, Иран продолжает атаковать, причем Кувейт сегодня заявил о том, что его нефтяной танкер стал целью иранской атаки, причем он был на якоре в акватории порта Дубая. На момент инцидента полностью загружено нефтью было это судно. В результате удара танкер получил пробоину в корпусе, пожар на борту был, есть как бы такие риски разлива нефти, это все спешно латали, убирали, потому что экология, конечно, страдает жутко. Ну и в Дубае тоже был сильный взрыв в районе порта Джумейра. В общем, над городом сбили очередной иранский беспилотник, были попадания еще вчера, еще раньше, там позавчера уже. Алюминиевый завод, конкретно прилет, то есть никто ничего не смог сделать, никакие ПВОшники, ни Зеленского, ни без Зеленского. А что Израиль, спросите? А у Израиля праздник, радость, там они шампанское пьют. Вот, пожалуйста, Бен-Гвир радуется, смертную казнь приняли. То есть вы вдумайтесь, Иран, вы помните, когда еще не было вот такого, ажиотаж был, нагнетание, Starlink, Илон Маск, протесты, и они говорят, вот, мы там по вам ударим, вы такие-сякие, вы убиваете людей, да, потому что их считаете предателями, вот вы какие фанатики исламистские, нехорошие люди. Ну, окей. А Израиль демократически принимает закон о том, что смертную казнь для террористов ввести. Представляете, какая история? Вот Бен-Гвир не нарадуется. Мы вошли в историю. Отныне для каждого народа в Иудее и Самарии, если его ребенок выйдет убивать, его ждет виселица. Я говорю чиновникам Европейского Союза, которые оказывали давление на государство Израиль на протяжении 100 дней. Мы не боимся и не поддаемся давлению. Это наша страна, наш суверенитет, и мы будем защищать наших граждан. И террорист, который выходит убивать, должен знать, он окажется на виселице. На виселице. Потужно, потужно. Но неправда там радуются этому закону, потому что будут, так сказать, всех, в общем так, шерстить. И опять-таки он обращается к Европе. И тут очень интересная диспозиция была. Я, если честно, скептически отношусь к этой информации. Я слышал ее там из двух источников. Говорили о том, и вчера Арестович говорил, там еще я перепроверил, посмотрел, да, действительно об этом пишут, что Трамп
Ну, очень ревностно воспринял визит Зеленского, его покатушки, даже с какими-то подписаниями чего-то рамочного по Ближнему Востоку, и именно поэтому он вот так вот высказался: поцелуй в задницу, там, Бен Сальман, наследный принц. Тот проглотил язык, ничего не ответил, но мы знаем, что там тоже ребята гордые, но они сейчас не в том положении, чтобы быть гордыми, понимаете? Им нужно прекращать войну, им нужно что-то вступать в войну, они не могут, эта война заведомо проигрышная. Заведомо. То есть, если вдруг удастся я подчеркиваю, на официальном уровне, не через каких-то прокси, как помните, были в начале попытки курды какие-то, если там страна прям заходит туда, то это, простите, уже все, Третья мировая. Тем более, что Зеленский как бы наморосил на Ближнем Востоке, что, ну, эта история просто какая-то феноменальная. Он в интервью Axios, по-моему, рассказывал: смотрите, я им показал, летит вертолет, в него врезается, его бьет FPV-дрон, вертолет взрывается. Знаете, что это означает? Это мы так на войне. Это означает, что, во-первых, иранцы научились у россиян FPV-дроны применять, а то не умели раньше. Значит, а во-вторых, смотрите, какая история. Это Иран готовится на вас напасть сухопутными войсками. То есть он прислал группу ПВОшников, продает свои там идеи, матерится, потому что 10 заводов каких-то построены со спинами украинцев, представляете? И в то же время пугает, да, арабов наземной операцией Ирана против них. Ну, это просто на голову не напялишь. Нет, ну, чтобы продать, смотрите, с реальностью не связано никак, но чтобы продать какие-то свои услуги, что-то получить, что-то вырвать, что-то привезти, у Зеленского просто открывается новый шлюз. Помните, он раньше, там, 23-й год, везде куда не поехал, 24-й и 25-й чуть-чуть. Ну, 25-й уже там по-другому было, но тем не менее. Он куда не поедет, везде что-то привозит. Да, вот поехал, привез, проехал, привез. Даже пускай оно будет бутафорское, там, метафорическое, какое-то Рафали, которых нет, никто не может построить, но сейчас он пытается и встраивается таким или иным образом. Ну, дайте же денег, мне надо предоплату внести. Какую? За Рафали. В каком? В 35-м году. Ну, предоплата нужна уже сейчас, а вы не даете деньги, получается, себе же не даете. В общем, цыганит он и Персидский залив накручивает, колесит, и Европу. И он думает, что это работает, что-то получается, что-то нет, но это уже всем все очевидно. Ну, вернемся к миру. Мир сейчас озадачен другой историей. The Telegraph сегодня публикует: массовые отмены рейсов начались по всему миру на фоне резкого роста цен на авиационное топливо. По данным аналитической компании Cirium, около 7% запланированных рейсов в один из последних дней были просто отменены. Представляете, 7 тысяч вылетов. В Северной Америке доля отмен 14,5%. Причина – скачок цен на топливо после ситуации на обострение на Ближнем Востоке. Стоимость авиационного керосина выросла с $742 до более чем 1710 за тонну. Одновременно Brent поднималась до $116 за баррель, и ситуацию усугубляет сокращение поставок через Ормузский пролив, через который сейчас проходит около пятой части мировой нефти. По данным уже Financial Times, Великобритания на этой неделе ожидает последнюю известную поставку авиационного топлива из региона. А что дальше? Покупать у Америки. Почему? Потому что разблокировать Ормузский пролив они же что? Правильно, не идут. Не идут, ну и не идут. Зато все так над Трампом потешаются, какой Трамп дурачок. Как запустили историю с акции там «Нет королям», то есть король Трамп. И увенчалась она, собственно, вот таким постаментом. Ой, значит, золотой унитаз ему поставили. Интересно, что это, ну, как бы, скульптура, она размещена между Авраамом и Линкольном, ну, известном месте, да, возле Белого дома, такое туристическое место. Написали вот примерно следующее. Значит, текст этой надписи, да, на унитазе Дональду Федоровичу, он, в принципе, вот сейчас у нас вот такой. Ой, это, конечно, нечто. Значит, унитаз Трампу, да,
период беспрецедентного раскола, эскалации конфликтов, экономических потрясений президент Трамп сосредоточился на том, что действительно важно — реконструкции туалета Линкольна в Белом доме. Это его величайшее достижение, смелое напоминание о том, что президент не просто бизнесмен, он занимается делами. Написано «Трон, достойный короля». Трон. Fit for a King. Потужно. Эта же группа создала скульптуру «Лучшие друзья навсегда» с изображением Трампа и Эпштейна. В общем, как бы работают свои творческие люди и хулят Трампа. Но, знаете, как бы вообще, если ты, давайте так, да, вот, скромность — это путь к неизвестности, как бы все пиар, кроме некролога. Трамп, собственно, и подтверждает эту историю. Пожалуйста, во Флориде, Пальм-Бич, есть губернатор Флориды Десантис, он подписывает закон и переименовывает международный аэропорт Палм-Бич в честь Трампа. В прошлом году участок в центре Майами решили передать под строительство президентской библиотеки Трампа. Короче, Флорида пытается, старается и как бы продвигает Дональда Федоровича. То есть кто-то смеется, что-то устанавливает, кто-то не смеется. Сам же Трамп недавно презентовал какие-то, говорит, смотрите, это не просто так все в золоте, красиво, золотое. Там есть бункеры, что под землей, пуленепробиваемые стекла, беспрецедентные меры защиты. Времена тяжелые, представляете? Поэтому нет, это не просто там, это роскошь и дорого, а это еще и очень и очень функционально. К слову, не знаю, то ли может на этот, вот представляете тоже парадокс. Англия, беда же полная. Стармер говорит, это не наша война вместе с Мерцем. Он выходит, там начинает говорить о том, что вот, мы не можем ввязаться. Не получит она нефти, не получит авиационного керосина. Очень будет весело, если, а уже назначена на конец следующего месяца, апреля, назначена дата, да, когда король совершит свой визит к Трампу. Если они купят авиационное топливо у Трампа, приземляться на аэропорт, если во Флориде будут принимать, да, Трампа, имени Трампа, и вообще все ради Трампа, с британцами сейчас закусились очень жестко. Значит, король Британии сообщает, что Карл III первый свой визит в США как монарх совершит после полугодичной подготовки. Букингемский дворец официально подтвердил, что визит состоится в самом конце апреля. И, в общем, правда, Трамп, вот Камила будет, Чарльз, а Трамп, в общем, в True Social конкретная дата, 27-30 число, вот такой визит, приурочили к 250-летию независимости США. Государственный ужин будет в Белом доме, выступление короля перед Конгрессом в программе поездки и остановка в Нью-Йорке. Видите, Флориды не будет. Еще и после этого в Бермуды поедет. Заморская территория, своя, британская. В общем, объявили заранее, что король едет. Король едет, если со здоровьем все будет хорошо, ничего не перенесется, как у Трампа и Си-Цзиньпина, то поедет. Интересно другое, что вот как раз-таки этот месяц турбулентности, это месяц. Вот почему я привожу эту дату, да? Значит, Си Цзиньпина он отложил, короля примет у себя, полгода они там вошкались, не могли понять. К нему же, помните, как приезжал Трамп, с каким лицом он сидел на этом ужине, когда он уже закончится. Этот месяц будет очень тяжелый для Великобритании, для короны. Это месяц кризиса энергетического, на нем вырастут политические, рожки до ножки останутся от НАТО, в том виде, в котором мы его знаем. Трамп, если сейчас, например, удастся, я не думаю, что, к слову, что будут так долго возиться с мирным процессом, как вот по Украине. Нет, не думаю. Я думаю, что все тихонечко друг другу уступят, каждый заявит о том, что он победил со своей стороны, наладят какой-то контакт, в общем-то, и разрешат. Если есть задача, правда, разрешать. Потому что Пизишкиан, когда комментировал, это на самом деле топ-новость сегодня, которая, правда, нам показывает, что есть вероятность, что все будет хорошо. Понимаете? Что договорятся. То есть, что это искренне. Пизишкиан в этом своем посте, он говорит, что
Мы-то без задней мысли проводили переговоры, а оказалось, что американцы с задней. Если все обрушится и пойдет сухопутная операция, то это будет совершенно другой расклад уже для самого Трампа. Для него это будет плохо. А так пока плохо для Трампа, но хуже гораздо для Англии. Короче, старушку Британию за этот месяц Трамп должен укатать капитально, к ноге хозяина. Помните это выражение? Оно было про европейцев, хотя Британия тоже родоначальница этих всех европейских процессов. Вот эту всю коалицию желающих, этих всех товарищей, которые брыкаются, которые глобалисты, он их должен... У него есть месяц. С Ираном воевать, ну, можно пострелять чуть-чуть, можно побольше, можно поменьше, можно не стрелять. Но главная цель, такая кулуарная, дипломатическая, геополитическая Трампа, это будет Британия. Поэтому ерзает Зеленский. Поэтому у него сейчас вот такой, ну, очень напряженный период. Поэтому он раздает интервью направо и налево. Вот Axios тоже, там тоже заметили, да, там же Axios, там еврейский 12-й канал, израильский. Говорит, слушайте, ну он же проехал там 4 страны. Ко всем заехал. А что с Нетаньяху не встречается? В чем дело? Ну, ему этот вопрос и задали. Я думаю, что он... Я не знаю, я правда не знаю насчет этого. Но мое чувство подсказывает, что премьер-министр всегда хочет балансировать между Россией и Украиной. И даже когда Россия помогла Ирану, я чувствую, что премьер-министр все еще балансирует. Но я имею в виду, он премьер-министр своей страны. Он должен решать, что делать. Ну, так вот. Это он балансирует, негодяй. Ну, это ж он решает, что ему делать. Да, но если он сейчас смотрит, что вы ему скажете? Это потрясающие эти журналисты, понимаете, вот это с как бы лицом не обезображенным интеллектом, они задают там, если вы окажетесь сейчас перед Путиным, что вы ему скажете? Это точно так же сейчас, если вы сейчас окажетесь, или там, а вдруг он сейчас смотрит, сидит такой Биби и смотрит. Как интервью Зеленский дает. Представляете, как интересно, наверное, Нетаньяху, особенно в том пожаре и буйстве происходящего, что у него на Ближнем Востоке с американцами, которые как бы на крючке у Нетаньяху выполняют его определенные там разнарядки и планы. Ну, то есть он под этот шумок растеял войну с Ливаном, и там не шибко успешная война, мы в прошлом шуме говорили, а он прям сидит и смотрит на Зеленского. У нас есть то, что ему нужно. У него есть то, что нужно нам. Что нужно нам? Это правда. Это какие-то, как это, знаете, это как вот это вот всякие курьеры, доставщики, ну вы поняли, те, которые закладывают там где-нибудь, прячут в укромное место. Вот это вот они, у тебя есть то, что нужно мне. У меня есть то, что нужно тебе. Давай договариваться. Вот в таком духе, в принципе, и общается Зеленский. Очень хорошо это знает. Мы послали несколько сигналов Израилю с начала этой войны. У нас большой дефицит по некоторым вещам. Они нужны нам. Они все еще нужны нам. Таких инструментов никогда не бывает достаточно. Но у нас есть кое-что, чего нет у Израиля. И именно поэтому у нас есть... Я имею в виду, мы готовы к этому диалогу. Конечно, готовы. Все готовы к этому диалогу. Почему бы и нет? Но интересно, что вот этому 12-му каналу он дает интервью, Axios, он расписывает, что конкретно он им сказал. Значит, он говорит о том, что Россия хочет тянуть войну, а она получает выгоды, США сосредоточены на Ближнем Востоке и могут сократить военную помощь, санкции частично ослаблены, это правда. Сегодня объявили о танкерах, которые выходят из-под санкций, танкеровозах, ну, как бы, вышли из-под санкций Америки сегодня. Это, конечно, шокирующая новость на фоне вот этих всех турбулентностей. Украина передает лидерам Ближнего Востока разведданные о помощи России Ирану. То есть, смотрите, он поехал на Ближний Восток рассказать, что, смотрите, а русские такие плохие, такие негодяи, они вот передают Ирану разведданные, в том числе на вашей территории. То есть он им начухал капитально. Будет сухопутная операция Ирана, например, там, в Саудовскую Аравию. А почему нет? Или в Эмираты. Россия наводит цели на вашей территории. Россия, значит,
Дальше. Россия напрямую поддерживает Иран, а также передает ему опыт войны, FPV-дроны для таких атак. Про вертолеты он там рассказывал. Украинские военные эксперты работают в странах Ближнего Востока, помогая противодействовать иранским дронам. Российская экономика зависит от энергетики. В настоящее время энергетические доходы растут с каждым днем. Это не помогает Украине. Украина не должна платить своими территориями за прекращение войны, потому что Украина не агрессор. Переговоры о прекращении войны против Украины не продвигаются на фоне сосредоточения США на Иране. Израиль не обращался к Украине за помощью после начала войны с Ираном, однако Украина готова к сотрудничеству с Израилем. Это вот то, что он рассказал Axios, если так коротко, тезисно, что называется. Ну, вообще, конечно, с открытым забралом, с флагом Европы, с набитым профилем Урсулы фон дер Ляйен на груди шагает Зеленский впереди антитрамповской коалиции. Шагает широким, насколько позволяет его антропометрика, шагом. И он уже там во главе колонны. И Трамп это видит, потому что он понимает это его шагание не как игру Зеленского. Видите, он его мало вообще даже упоминает. Ну так. Это игра Британии. И Трамп начнет разделывать Британию вот этот ближайший месяц, не обостряя как бы саму войну. Потому что если зайти в Ормузский пролив, там захватить остров Харк, как расписывают, еще какой-то другой остров там есть побольше, или побережье зайти занять. Ну, во-первых, это они будут делать, ну, разве что с Израилем вдвоем, а это там... Это не те силы. Во-вторых, это невыгодно никак. Это проигранные выборы. Это не успех, потому что даже если часть оккупируют, а потом что, будут как в Украине, будут толкать эту линию фронта, вот это вот туда-сюда, ну там и не будет такой линии фронта, там побережье, горы, ну вот и все. То есть все прекрасно это все понимают и все рассчитывают. Но заявления делают резкие. Для чего? Для торгов. Чтоб Иран был сговорчивый, чтоб Европа тоже была. А Европа, испугавшись, села в домике, сказала я в домике, и попискивает, погавкивает, покусывает, саботирует, Трампа злит. Поэтому Трампу нужно разобраться с этими элитами. А Зеленский — это их инструмент. Это не Зеленский поехал туда. Это поехали вот эти люди туда, вот эти элиты туда. Зеленский все еще надеется выиграть войну на самом деле. Вот опубликовали соцопрос. 19,5% украинцев считают, что Украина проигрывает войну. На 0,3%, то есть 19,8%, считают, что Украина побеждает. А 45,7% считают, что война застопорилась. Вот такой нам соцопрос выдают. Как бы все с ним ознакомились. Получается, как бы ни туда, ни сюда. То есть половина считают, что тупик, ну там меньше чуть-чуть, а чуть больше половины, из этой половины там по четверти, то есть практически одинаково, или побеждаем, или проигрываем. Это означает только одно. Зеленский добился того, что кисель в головах образовался от того, как он строит политику, и что он делает, и что он говорит. У Зеленского сейчас этот кисель, этот расколотый, да, скажем так, кувшин с этим общественным мнением, он в очень неудобный момент, потому что 50%, ну вот они говорят, там, застопорилось, это в любом случае они не считают, что они что выигрывают. Мы можем смело к проигранному варианту, проигранной войны, добавить вариант вот этот, ступор. Потому что стопор, ну, как типа безопаснее. То есть 50% выбрали безопасность. 19,5 и 19,8 выбрали, соответственно, правду и флер, миф, который навеян. То есть вы понимаете, насколько... Вот как выглядит это сейчас общество? Мы когда учили про Британию, кстати, вот этот, когда британский парламент, да, там оттуда было выражение вот, болото. То есть полстраны — это болото опрошенных, да,
А по половине это крайне противоположные вещи. И для них, и для тех, и для других вещают. А что вещают? Мозги промывают. Корчинский вылез. Говорит, слушайте, надо брать кредиты, а потом объявить дефолт. Возьмем кредит и дефолт объявим. Представляете, какую бизнес-модель. Потрясающе просто. Я думаю, слушайте, как он это... Его седые усы, они помнят, наверное, еще и 90-е, они помнят разные схемы. Короче, берем в кредит деньги на войну, а когда нужно будет отдавать, скажет, ой, у нас все, у нас дефолт, отдать нечем. І це нормально. Змушені багато неприємностей робити своїм бізнесменам, малому бізнесу, своїм громадянам заради кредитів міжнародних фінансових організацій. Але кредити зараз можна брати тільки в перспективі оголошення дефолту. Тобто ми зараз набираємося кредитів, потім не можемо віддати, само собою оголошуємо дефолт, посилаємо всіх нафіг. З такою метою можна брати кредити. Якщо ні, то тоді, можливо, треба думати, що головним все-таки фінансистом держави є українець. Украинец, да, конечно. Главный финансист — это в контексте обсуждения вот этих законов. Денег-то нет. Сегодня такие высокие гости приехали и сказали, ну, может, 80 миллионов в счет там какого-то процентика от российских активов мы вам выделим. И надо откуда-то брать деньги, надо где-то перехватиться. Сегодня с Мураевым разговаривал в эфире, он говорит, это все ложь о том, что в июне до июня хватит. Конец апреля уже все покажет. Уже кассовый разрыв, уже все, привет. Если не дадут, поэтому что-то должны дать. Ну и вот максимум, что они выдавили сегодня из Бучи саммита, саммит по Буче, это 80 миллионов, которые там опять потрясут замороженные активы, и там что-то выпадет. Как бы снимут какой-то вершок, какую-то шкурку, дадут, скажут, вот, продержитесь, 80 миллионов. Ну и много это на войну, много это для воюющего государства. Наверное, нет. Капля в море по сравнению с тем, что обещано. И никто не сказал, что мы там разблокируем или придумаем что-то новое. Нет, 80 миллионов дадим. А ему нужны деньги. И ему нужно, вот, чтобы получить там 5 или сколько там, 5 с чем-то миллиардов, 5,9 там, до 6 миллиардов от МВФ, ему нужно убить бизнес. Ну и тут рассказывают, давайте брать кредиты, а в конце что? Не отдадим. Дефолт будет. Вот она модель. Мы возьмем, но не отдадим. То есть прожрем, прогуляем, провоюем, простреляем, а потом скажем, это не наше. Все, дефолт. Так можно вообще и страну переименовать, сказать, а это вы где, Украины брали? А это нет, это Зеленая Русь. Зелерусия. Вот так вот ее. Зелерусия. Она кредита, она у вас ничего не брала. Пошли вон, кредиторы. Вот таким вот образом, собственно, рассуждает Корчинский. А Зеленский ищет новые и новые поводы, чтобы денег таки дали. Помните, он рассказывал, я уже говорил сегодня, рассказывал о том, что мы должны предоплату за Рафали самолеты выдать, а у нас нет этих денег, 90 миллиардов. Мы там еще чего-то должны. Он вообще говорит, что с 1 апреля риски возрастают, потому что мы же вообще к зиме готовимся. К зиме. Помните прошлую зиму, говорит Зеленский, а ми к будущей готуємося, а денег нет. Тривалий процес, його треба швидше починати. Я розраховував, що ми в березні приймаємо, згідно наших планів, приймемо всі плани. І так і вийшло, ми прийняли 1 березня всі. Столиця трішки була пізніше, ви це бачили. Але тим не менш, в березні всі плани прийняті. Згідно наших домовленостей і положення. І ми повинні все будувати з 1 квітня. То есть, вы понимаете, что это за, что за разводилы? Вы вот просто вдумайтесь, что за разводилы конкретно в команде Зеленского. Они говорят, помните эту череду, мы тоже в шуме обсуждали, что все как бы регионы подали свои планы, проекты, все. Но Киев, с Киевом проблемы, Киев негодяй, Киев такой-сякой, как ты можешь, Кличко, кто ты такой, а Кличко оправдывается, говорит, так у меня все нормально, а по нему бьют, эти все цепные псы, там всякие Ивановы и все остальные. Все, то есть, понимаете, в чем дело? А ему, да, то есть, конкретно Кличко, его уже ребенка нашли его, значит, Максим Кличко, он дебютировал за клуб из Монако, у него, с мэра Киева, у него вообще одно лицо похожее, да, даже взглядом похожее и везде. Значит, он вообще баскетболист, но клуб, в котором он стал выступать,
принадлежит, представляете, российскому подсанкционному олигарху Алексею Федоричеву. Он причастен к похищению украинского зерна еще при Порошенко. Ой, зрада-то какая! Ой, зрадонька! Представляете? Представляете, как баскетболист. У боксера сын баскетболист и играет. И играет еще у российского олигарха в клубе в Монако. Ну, это потрясающе. В принципе, он чем-то похож даже по выражению лица высокоинтеллектуальному. То есть, как бы удачная фотография, ничего не скажешь. Удачная. Один в один, выкопанный. То есть, и это же все ему рисуют. Это же все ему вот это вот дают. Это в политику примешивают. А на самом деле ему нужно было просто эти планы собрать в папочку, чтобы европейцам подсунуть и сказать, ну вот смотри, нам на следующий год уже все расписано, выделяй деньги, а то ж мы не успеем к следующей зиме подготовиться. Катастрофа, люди попрут это к вам туда, в Европу, а у вас там Европа ж не резиновая, давайте лучше деньгами поможем. А потом всякие миндичи, которым сейчас обсуждают, а будет у них экстрадиция, не будет у них экстрадиция, да, будут потом на записях прослушки говорить, слушайте, жалко, все равно разобьют, чё туда деньги тратить, жалко, 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 жалко у пчелки, а тут конкретные деньги. И он конкретно, ну как, имитирует эту войну с Кличко, подключая туда родственников, детей, там всех на свете. Да? Он это все имитирует ради того, чтобы прийти і сказати, дайте денег. У нас же плани горять. Повинні виходити на роботи. Ми виходимо на роботи, але це не масовий вихід, тому що немає цих грошей. І тому це відтермінування, це ризик щодо зими. І зараз поставлено максимальні різні завдання пошуку фінансів. Я думаю, що парламентарі попрацюють над деякими законами також, які прив'язані, так чи інакше, прив'язані до сум деяких грошей. Це також допоможе нам. Але, безумовно, вирішувати питання цих 90, або точніше сказати, першого траншу, 45, це, безумовно, прийдеться вирішувати лідерам Європи. Саме лідерам. Лидером, вот он подчеркивает, лидером, понимаете? Вот ему же интересно, вот его постоянно вот это, лидером. Лидеры должны, именно лидеры Европы. Не кто-нибудь там, а конкретно лидеры. Причем очень интересно, что они начинают готовиться, да, планы написаны, а денег нет, а удары-то идут по стране. Удары-то идут, и удары достаточно серьезные. Ну, понятно, что как бы вот сегодня, например, Кривой Рог. Да? Удар по Кривому Рогу. Вот так выглядел. Понятно, не показывают, откуда летел, дронами поразили. Ну, вот так это выглядит налет дронов по Кривому Рогу. Сообщили об ударе по какой-то инфраструктуре. Но ее ж нет в планах. Ну, нет. Или они как бы так с запасом пишут, наверное, да? Так, ну, тут у нас стоит подстанция, ее точно шахедом или там дроном геранью прям возьмут и разобьют, понимаете? Вот точно, вот 100%. Пиши столько-то. Пиши так. Европа, дай денег. А Европа не дает денег. А если вдруг удар, ну, там, по дамбе? Ничего страшного, мы уже подготовились, все хорошо. Я, если честно, прозрел от этого заявления. Есть такой временно исполняющий Укргидроэнерго Сухецкий. Он говорит, слушайте, а что вы так переживаете, что россияне будут по дамбам бить? Так у них ничего не получится. Дамби будуються з певним запасом міцності. І, відповідно, за 4 роки війни ми попрацювали не тільки над запасом, а й над можливостями реагування на будь-які ситуації. Тобто це не тільки служба Укргідроенерго, це і ДСНС, і всі інші, скажімо, такі додаткові, не буду зараз про них розповідати, але додаткові заходи. Я вам скажу для того, щоб заспокоїти, ну, що може принести удар? Да? Удар може принести там прорив на якомусь невеличкому місці. Ну, я ж не думаю, що люди, коли ми включаємо там 4, 5, 6 агрегатів, чи там 8 агрегатів, через які проходить досить потужний поток води, що люди це відчувають. Чи, наприклад, коли відкривається шлюз, через який проходять кораблі. Тобто... Ну, вот смотри, корабль идет, шлюз. Какой корабль? Какой шлюз? О чем он вообще? Ну, он, понятно, что о днепровских этих каскадах. Ну, о каких кораблях он говорит? О лодках, которые там катаются
Помните, как военные там отмечали Залужный, там у них на катере сидят, вот это водочка, селедочка, какой-то там день военнослужащего. Об вот этих кораблях он говорит. То есть он всех успокаивает, говорит, ну вы видите, что открылся шлюз, там потекла вода, что вы, ну ничего ж не изменилось. И тут так будет, ракета попадет, ну да, ну это типа не будет шлюза какого-то. Мы вообще подготовились, все укрепили. Оно и так было крепкое, а мы еще укрепили. Поэтому, гражданин, не волнуйся, у россиян ничего не получится с дамбами. Є такі речі, які начебто виглядають страшно, а насамперед не несуть там великої загрози. Ну і безумовно, що ми працюємо над тим, щоб вони були підготовлені, захищені і реагування. Ми постійно тренуємося і готуємося до реагування на будь-які загрози. Любые, абсолютно любые угрозы мы готовы. Мы готовы реагировать, поэтому, как говорится, вперед и с песней. Ура, ура, ура. Бейте, россияне, у вас ничего не получится. А люди что, они послушали начальника, сказали, так все хорошо у нас с Укргидроэнергией. Все отлично. Только опять-таки, вот сегодня налет, да, и в который раз жители определенных домов в том же Кривом Роге, в том самом Кривом Роге, родина президента, я подчеркиваю, родина, Кривой Рог, выходят на протесты, а света у них нет. Водители матерятся, ругаются. А они выходят и стали, перекрыли улицу. У них такой протест. Они перекрывают улицу, у них нет света. Графики сбитые. Все, кошмар. Невозможно жить. То есть эта проблема никуда не ушла. Конкретно у них. Конкретно в их городе сегодня прилет. Конкретно у них вот такая проблема. Но вас же успокоил руководитель Укргидроэнерго. С Укрэнерго мы уже встряли в очень интересной истории. А вот теперь после ударов, наверное, россиян по дамбам, посмотрим, как они подготовились и что они, какой запас прочности проложили. А американцы все секут. Сегодня сын Трампа, старший, не Бэрон, а Трамп, младший, старший сын Трампа, анонсировал интересный подкаст с журналистом Соломоном, который, в принципе, и запустил эту историю, что ой-ой-ой, товарищи, пора бы и впору бы заняться Зеленским, потому что деньги, которые выделяла Америка в кэше, вот это совсем на свете, они же к Байдену в штаб и попадали против Трампа. То есть нецелевым образом использовались, крались. Кем? Зеленским и администрацией прошлой. Знаешь, а как насчет того же с украинской стороны? Есть ли там люди, которые готовы, ну знаешь, включиться и сказать, эй, да, это ерунда, и вот что на самом деле происходит? Я имею в виду, каково положение дел в Киеве? Ну, опять же, думаю, большинство американцев сыты по горло. Мои источники показывают, Значит, это сын справа, не слева, а справа. Ну, это от первой жены. Сын, смугленький такой. Он говорит, сыты по горло уже американцы. Ну, и вот этот Соломон, журналист, да, Джон Соломон, как бы ему отвечает, что а есть вообще в Киеве кто готов давать показания? Смотрите, не рассказывать, не вот просто там чухать лабуду, а конкретно сотрудничать. И Соломон говорит, есть. что Стив Уиткофф, он проделал отличную работу, ведя переговоры по всему миру, включая Украину. Недавно он получил от некоторых украинских чиновников информацию, которая может быть очень и очень полезна для понимания коррупции за последние десятилетия, а также отношений между нашими странами и некоторых людей, которые наживались, занимались мошенничеством или делали иное, пытаясь получить политическое влияние нечестными средствами. Да, уже Виткофу уже подсовывают информацию, уже к ним выходят к нему на контакт. Вот подробности того, что он ожидает. Да, что мы знаем? АНБ установила высокопоставленных украинских чиновников, которые вели этот разговор. И насколько я понимаю, у них есть часть их переписки. То есть мы знаем, кто на Украине был вовлечен. Перехваты не называют сотрудников USAID по именам. Там просто говорится, что они работают в USAID в Киеве. Это небольшая группа людей. И именно поэтому проверка почты USAID должна довольно быстро помочь установить, кто это. Кто был на связи с этими чиновниками. Кто обсуждал грант на чистую энергетику в разгар войны с Россией. Сузить круг должно быть несложно. Насколько я понимаю, с момента публикации этой истории на прошлой неделе уже есть определенный прогресс. Это хороший знак. Вы правы, схема очень сложная. В отчете АНБ по перехватам, который является их сводкой, прямо говорится, что все было специально сделано настолько запутанным, чтобы потом было трудно разобраться. Ну, как бы, не дураки. Не дураки занимаются этой, как бы, историей. На прошлой неделе, ну, прокурор
Гольдарб, да, был эфир, и мы там с ним тоже так, я с ним даже немножко усмехнулся, говорит, вот он утверждает, что там сейчас все топорно и просто. Все очень как автомат Калашникова. Но тут же как, это может у наших, потому что безнаказанность, все под Зеленским. Ну а в USAID запутано, чтоб не нашли. Потому что там же разбираться американские будут, не украинские. Деньги прогонялись через множество уровней, отмывались несколько раз, пока в итоге не отделялась часть средств и не отправлялась Демократической партии и Джо Байдену. И стоит отметить, в тот период USAID возглавляла очень известная фигура, бывший посол США в ООН Саманта Пауэр. Она близка к Обаме, Хиллари Клинтон и Джо Байдену, то есть во главе USAID стоит фигура из политической команды эпохи Байдена, Клинтон и Обамы. Конечно, очень известные люди. И ниточки идут туда. Так, а может, поэтому и ни хрена и не получается? Потому что деньги воровались. И не получилось бы. И вот эти сейчас дроны, какие-то вот эти все проекты, это все, ну, как бы тоже только, ну, в другие карманы. Или в полускрытые и полутайные карманы. Это дело принципа. Трампу с этим разобраться. И он, похоже, начинает разобраться. Есть инсайды, что очень скоро прилетит информация по шефирам. Ну, вот конкретно. По их участию. Намеки об этом были ранее публикации определенные, потому что именно Шефир во времена президентства Зеленского общался с бизнесом. Ну, он как бы отвечал за коммуникацию с олигархами. Шефир. А он такой милый, приятный, остроумный, ну, такое доверенное лицо. Первый помощник президента на этой должности пребывая. Но что он там вычудил и начудил, что в него аж стреляли, ну или там сделали вид, что типа стреляли, когда в первый раз Зеленский на посту президента отправился туда, в Генассамблею ООН, а потом говорит, нет, я уеду, моего друга стреляли, карету мне, карету. И вот там... Когда твой друг в крови, там, вот, алягер, комалягер, вот это вот, помните, этот цирк нам разыгрывали, а все ж верили. Ну как же он может врать, он же только что стал, он же не профессиональный политик. Но режиссер и продюсер, телевизионный кинопродюсер, он же профессиональный. Кая Каллас сегодня приехала. Смотрите, как ее расцеловал, как расцеловал ее. Сибига смотрит на нее с любовью. Каюшка, как Петрушка в детском садике, утренники были, нарядилась, выскочила. О, Катарина Матернова! Это посол ЕС в Украине. О, и тебе, Тём, и тебе. Как-то она его так сторонится, я вот заметил, как-то вот это Сибига такой, может потому что он крупненький, она дробненькая, он так пытается обойти так стороночкой, бочком. То есть не он туша бочком, а она как-то бочком. Ну, а вдруг там зацепится, смотрит на него, как он ходит. Вот уже раздели Каю Каллас, раздели, все стоят, смотрят, как бы не подпускают, дежурят. Смотрите, им там весело, хорошо, они смеются, радуются, Каюшка приехала. Фотографии на память. Вообще замечательная поездка. А что ж это за Матернова, которая... Матерного, которая... Она, это, помните, это та, которая там в ванную, там что-то прилетела, сидела в ванной. Я тоже в ванной сижу. Шахеды по Киеву стреляют. Представительница ЕС. Буквально на днях ей четко задали вопрос. Смотри, посол ЕС, так что с членством? Дашь членство или не дашь членство? И Матернова вот пару дней назад ответила, что сорян, как бы мы будем работать, ну, короче, работать будем, не буде членства. Є дата, яку називає президент Зеленський, і вона міститься у 20 пунктах, які є частиною мирних переговорів. Але наразі немає жодного зобов'язання щодо цієї дати. Я более скажу, 20 пунктов нет. Где эти 20 пунктов?
Ну вот где 20 пунктов? Помните, Зеленский 20 пунктов, 20 пунктов. Нету 20 пунктов. Нет их. Есть... Вообще пришли к тому, что уходи с Донбасса и все. It's difficult to see that being a realistic. І відверто кажучи, на мою думку, важко уявити, що вона реалістична. Але я також вважаю, що в певний момент, і, мабуть, досить скоро, було б дуже корисно для самого процесу визначити конкретну дату, щоб країни не просто прагнули вступити, а працювали над досягненням чіткої мети. Сподіваюся, ми до цього прийдемо. То есть страны, она как бы обо всех претендентах на членство, вот надо какую-то дату, это хорошая идея, типа давайте поставим там 39-й год, 2040-й, и вот до этой даты уж точно мы дойдем, дотянем, допетляем, доползем, а в документ написать о мирных соглашениях эту дату, ну, наверное, можно. А что, давайте напишем, мир же будет, конечно, мир. Но Европа здесь не о мире, хотя у них очень большие проблемы. И финансовые, экономические, и энергетические, а еще с Орбаном. Да-да, с Орбаном. Вот Кая Каллас у нее спрашивает, ну так что, Кая, ты что приехала? Скажи, что победишь Орбана, или там выбьешь денежку, или другую какую-то денежку дашь, а Орбана с носом оставишь. Так, у нас є певні перешкоди на шляху як щодо 20-го пакета санкцій, так і щодо виділення кредиту. Робота триває, щоб подолати ці перешкоди, але, на жаль, наразі я не маю хороших новин і не можу повідомити, що цей кредит буде надано. Тому ми продовжуємо працювати і сподіваємося, що це рішення буде ухвалене на наступному засіданні Європейської ради. В следующий раз приходите завтра, но мы будем работать. Мы будем работать. Дату давайте определим, будем работать. Деньги, кредит, ну, нет хороших новостей. А что приехала? А, просто Бучу посмотреть, в саммите поучаствовать. Приехала, чтобы как бы содрогнуть мир, да, вот это вот все, да, вот, содрогнуть мир своими заявлениями. Тем временем интересная публикация, собственно, вышла в Евроактив, да, о том, что ЕС очень сильно раздражены по поводу того, что Украина блокирует проверку нефтепровода «Дружба». Издание пишет, что Европейская инспекционная группа, состоящая из национальных экспертов и координируемая Еврокомиссией, то есть, внимание, не венгры, а нормальные эксперты, как со всей Европы, разные, объективные, несколько недель они сидят в Украине и ждут разрешения от Киева на выезд к месту последней атаки на трубопровод. То есть это несколько, это не неделя, не две, это минимум 3-5 недель. Они тут долго сидят. То есть они уехали в командировку, думают, сейчас посмотрим трубу, примем какое-то решение, скажем, нельзя там, Зеленский прав, россияне разбили трубу, невозможно прокачивать. Орбан, ша. И Орбан, ну нельзя, ну хорошо. Они не показывают эту трубу. А что не показывают? Что прячут? В дипломатических кругах действия Украины называют неумными, непонятными и загадочными, подчеркивает Евроактив. У нас нет четкого понимания, какую игру здесь ведет Украина, заявил изданию один из дипломатов Европейского Союза. Вполне вероятно, тот, который сегодня с Каей Каллас приехал. Почему нет? Ну а поэтому Венгрия и блокирует 90 миллиардов. А было же согласовано еще в декабре. В Брюсселе критиковали Орбана за срыв договоренности, а теперь, как отмечает Евроактив, терпение заканчивается уже в отношении Киева. То есть Европа — это не только хорошая девочка Кая и вот эта матерного, которая спит в кухне, потому что шахеды летят, или там в ванной. Европа тоже становится недовольна. А что-то вы маринуете нашу комиссию уже там которую неделю. Они у вас сидят, а их к трубе не пускают, которые не приехали посмотреть. Может, нет там ничего, а? Видимо, нет. Но зачем Кая приехала? Буча саммит сегодня был. Значит, всех повезли этих министров и Каю, министров иностранных дел стран Европы, в Бучу. И там вот Буча саммит. Буча! Ух! Потужно! И Кая... зачем она приехала? Почтила память, то понятно. Посмотрела разрушения, которые специально не замазывают для того, чтобы возить туда. Уже можно было 5 раз снести и новые дома построить, те, которые там, мемориал, уже можно было окультурить все. Но они их там водят, смотрите, вот здесь для них оставили, смотрите, что потом ходите показывать. И саммиты устраивать. Вот ровно для этого все это и осталось.
И вот на саммите, ну, может, что умное сказала Кая Каллас? Давайте послушаем. Агресія Росії проти України продовжується, і нова війна охопила Близький Схід. Ці війни дуже пов'язані. Іран розробляє дрони, які Росія використовує проти вас, і зараз і Росія, і Іран використовують їх проти своїх супротивників. Саме тому ми зібралися тут. Ви щойно повернулися із Близького Сходу, де ви підписали цілу низку. Это она к Зеленскому как бы обращается. Это вот типа, мы сегодня собрались здесь, вы побывали. Но это вот стандартный птичий бюрократический язык. Особое внимание хотелось бы отметить на мужике, который сзади нее сидит, и на его игру лицом. Ну, еще сзади барышня, она как бы... Она грустит, что не она Кая Каллас, да? А сзади потрясающе. Хорошее настроение у нее все. Значит, они что собрались? Война, значит, Россия, там, война с Ираном, вы приехали с Ближнего Востока, давайте поделитесь. Ну, и, в общем, приехала. Ну, надо что, толкнуть? Речь какую-то, мысль? Угод. Ми також були свідками, як застосовуються ваші технології сьогодні. Ваші партнери підтримують вашу роль як контрибутора безпеки. Контрибутор безопасности. То есть, смотрите, Зеленский, ну он же когда для своей аудитории, там, да, они, видимо, как-то так вот смотрели прошлый шум, видимо, там всем офисом президента, и говорят, смотрите, или не шум, а где-то, ну, с кем-то, да, в эфире. В смысле, они же там писали, донор безопасности. То есть Зеленский донор. Соснули крови, в зубогематогенку, ватку прижмите, не отпускайте, шуруйте. Донор безопасности. То есть донор. Донор это, как вот автомобиль можно разобрать. Но с него он уже не поедет, этот автомобиль. Все. С него можно только брать какие-то запчасти, менять. И то лучше новые брать запчасти. Они и там долго не поездят. Вот это вот, донор. Понимаете? А они придумали слово донор, заменили контрибутор. І в цей час ви ще допомагаєте і іншим. І що стосується дронів, то тут Україна займає перше місце. Ми також розуміємо, що Ормузька протока має бути відкритою, щоб Іран не мав вето на руху. І по мірі того, як ця ситуація загострюється, ми продовжуємо підтримувати Україну в перекритті каналів доходів для Росії, боротьбі з тіньовим флотом і наданні позики Україні. Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилась. Звісно, найбільше цього хочуть самі українці. Росія хоче за столом переговорів отримати те, що не можуть отримати військовим шляхом. Так это, смотрите, так это нормально. Ну, смотрите, как бы получить за столом переговоров то, что не можешь получить военным. Ну как, сейчас не можешь. Ну, как бы, можно воевать, можно тратиться, можно лучше договориться. Трамп, он же точно такой же. Он же точно такой же. Он говорит, давайте лучше договоримся. Трамп отбомбил раз Иран. Вот сейчас бомбит вторая у него компания. Теперь-то он понял, что лучше договориться. Но ему же кто-то подсуживает, такая как Кая Каллас, только у него там, в его, скажем так, питомнике помощников, должностных лиц и всяких там советников и друзей Нетаньяху, с Нетаньяху вместе. И вот подзуживались. И вот этот сидит, говорит, мы поддерживаем, да, мы поддерживаем, что били по России, помогаем, конечно, А дроны номер один. Правда, Рейнметал в пух и прах разнес, говорит, домохозяйки, 3D-принтеры, что вообще за дроны, успокойтесь. У меня в эфире эксперты тоже говорят, да это позорище, какие дроны, о чем вы? Какие разработки? Что, о чем вы говорите? А от у Каї Каллас Україна номер один. Мир повинен бути справедливим. Ми знаємо, що Путіну потрібен не тільки Донбас. І сьогодні ми в Бучі переконалися, що на карті це найяскравіший прояв російської брутальності. І Буча... То есть, смотрите, и она и перестраивается на Бучу. Ну, как бы, Армуз от Бучи далековато, поэтому тут сложно, но тем не менее, она вот о Буче. Значит, так а что Буча? Они приехали в Бучу, посмотрели и поняли, что Путину нужен не только Донбасс,
Звісно, це не окремий випадок, це приклад того, як Росія проводить і веде війну. Абсолютно брутально. І коли віддаються території, це звичайно питання не лише території, це перш за все питання людей і того, що буде з цими людьми. Людей? Людей? Которые там жить невозможно, уже эвакуируются. Людей? Это Кая Каллас приехала жалеть людей в Украину. Представляете? Як це ми бачили, що відбувалося в Бучі. Відтак, відповідальність дуже важлива для справедливого миру. Ось чому Європейський Союз працює над створенням спеціального трибуналу, щоб притягнути Росію за її злочини. Трибунал тот, который Зеленский на Давосе, помните, недавно в пух и прах разбил, говорит, они на кладбище, Кая ж приезжала, на кладбище, там ходили по кладбищу во Львове, и там трибунал создали, и денег не давали на него, и наконец-то там выделили миллиард или сколько-то, и она сейчас входит, гордится, говорит, мы выделили. Також працюємо над тим, щоб українці отримали компенсації за руйнацію, яку вчинили росіяни. Ми також допомагаємо вам у багатьох інших спосіб, зокрема і в енергетичному секторі. І сьогодні для нас дуже важливо почути вашу оцінку, пане Володимире, поточної ситуації. А то вы ее не слышали, оценку поточной ситуации от пана Владимира, понимаете, от Зеленского. Но тут же идет как бы морковка. Компенсации за разрушенное. Компенсации. Понимаете? Сейчас в соцсетях украинских идет на самом деле настоящий бой, настоящая война. Почему? Ну, как война? Противостояние, я бы сказал. Судя по всему, ну, все же обсуждают там потеря, например, города, да, Славянска. Там есть квартиры, которые... Но уже фронт приближается, уже лупят по Краматорску, по Славянску, которые пострадают, и чем будет ближе там фронт, если все пойдет силовым путем, то, значит, там же встанет вопрос о компенсациях. И вот они там сравнивают в соцсетях, там дискутируют, пытаются понять, что... А к чему привязана компенсация? Ну, там, сколько? Квартира, например, там, ну, говорили там... Разные цены, там стоила, там, например, двушка какая-нибудь, там 14-16 тысяч долларов, двушка в хрущевке, в старенькой, ну там ремонт, без ремонта, есть с ремонтом такие мощные, там квартиры, там 25 тысяч, а дадут тебе эти, а что ты сейчас купишь за эти деньги, да, а как там с войны до войны, или надо давать человеку возможность там, где он находится, как переселенец и живет, вот там компенсацию за жилье рассчитывать от стоимости вот в том регионе, где он находится, на западной части Украины, в Киеве. Но это вот нет. Нужно взять деньги, прокрутить, отчитаться, спихнуть по 3 копейки людям. Люди скажут, ой, спасибо, ну хоть что-то. Новые квартиры на эти деньги купить сложно. Им впарят какую-нибудь там ипотеку под какой-нибудь процентик. И, в общем-то, скажут, ну давайте так. То есть компенсации, механизма вот этого нет. Правильного и справедливого. Потому что вроде как справедливо. А сколько стоила ваша квартира? Да, 15 тысяч долларов. Ну, на 15 тысяч долларов. О, спасибо. Идешь на рынок, там, где ты находишься, и понимаешь, что, ой, а тут, например, я в Киеве за 15 тысяч долларов ты ничего не купишь, понимаете? То есть, ну, вот так. И то же самое Закарпатье и Львов. И тут, но Кая Каллас в Буче говорит, мы видели брутальных военных, мы видели, что после них осталось. Мы вот работаем над компенсацией уважаемым украинцам. А Россия не остановится только на Донбассе, пойдет дальше. Ой, Лавров по поводу Европы сегодня высказался. Говорит, ни за кем бегать не собираемся. Ну, в плане договоренностей. Определяется весьма неспокойным, противоречивым и конфликтным этапом мирового развития, в который вступила и сама Россия, и остальные члены международного сообщества. Можно сказать, что мы находимся в самом разгаре перестройки мирового порядка, ведущей к формированию, мы надеемся, устойчивого и справедливого многополярного мира. Но пока еще эта перестройка выглядит скорее как ломка, во всех смыслах причем. Но в целом борьба за ведущие позиции в новом мире ведется предельно серьезная. Не на жизнь, а на смерть. Мы это
почти ежедневно наблюдаем. Сегодня политологи... То есть ломка, ломают, крепко ломают миропорядок. Ломают. Архитектура новая создается. Серьезные такие процессы происходят. Ну вот, например, под выборы в Венгрии выползли с компроматом сегодня на Лаврова и Сиярта, с телефонным разговором, с записью телефонного разговора, опубликовали и сказали, вот смотрите, 24-й год, Сиярта звонит Лаврову, и они, два министра иностранных дел, обсуждают снятие санкций с сестры, скажем так, одного из, из олигархов, да, и, в общем, представляете, и Сиярта обещал помочь. Представляете, какие они вот крутят, он служит, он на службе у Кремля. Никто не задается вопросом, а что еще должны обсуждать два министра иностранных дел? Может, возникнут вопросы, а что вы их слушаете? С какого перепуга? Прослушка Сиярта. Это кому интересно? Украинские, что ли, слушали? Складывается впечатление. Причем интересно, что, Сиярта, конечно, красавчик. Выходит и говорит, значит, он обвиняет то, что это западные спецслужбы, не украинские. И говорит, уже давно известно, что иностранные спецслужбы при активном участии венгерских журналистов прослушивают мои разговоры. Сегодня они сделали новое важное открытие. Они доказали, что я публично говорю то же самое, что и по телефону. Отличная работа. Уже 4 года мы говорим, что санкции – это провал, который наносит больше вреда Европейскому Союзу, чем России. Написал он у себя в соцсети. Вот так вот. Вот вам вся реакция. А тут же должен был все. Тут же прям утром сегодня, полутра все. Вот, Сиярта, слив. Ой, вы что сейчас такое услышите? Так а что они услышали? Ничего, привет, ты где? Я уехал в Петербург, а приехал в Ленинград, а ты где? Я там в Ирландии, как дела? Там, да, вот помнишь, там, напомни сестру. Да, я помню, мы, конечно... То есть ничего, крамолы никакой нет. Да, Европа вводит санкции по подаче Украине, но Лавров должен договариваться и об обходных путях. Это его работа. Сиярта, у него тоже это его работа. Если он против санкций, если он против такой политики, он тоже должен об этом разговоры не криминальные, не военные. Тут никто просто, вот этим всем, которые возмущаются, что как так Сиярта с Лавровым про санкции говорил, никто не напомнит, как вообще появлялись и исчезали санкции на Банковой. За капусту. Пропагандисты разные эти контрабандисты, разные, скажем так, бизнесмены, приближенные. Появились, ой, исчезли. А где? Да, где-то потерялось. Или срок вышел. Они же там какие-то вводятся на 5 лет. Тогда еще вводились. Это сейчас там лупят на 10 или пожизненно. И это все Зеленский. И вот в этом ломающемся мировом порядке ломает очень серьезно Зеленского. Очень серьезно Зеленского ломает. Во-первых, с математикой туго. Он сегодня на Буча-саммите горделиво рассказывал, сколько русских он убил. А вчора отримав на статистику, вони втратили з 1 січня по 26 березня 89 тисяч особового складу. Там вбиті і важко поранені. Тобто ми говоримо про безповоротний особовий склад. Це дуже серйозна цифра. А також дивився я на статистику їх мобілізації, вони 409 тисяч було завдання на 2026, і бачено, що вони мобілізували, мені здається, 20 чи 22% також на цю дату березневого, і тому це говорить, що п'ята частина – це 80 тисяч, вони втратили більше. Це важливий сигнал. То есть сигнал. Он говорит, они потеряли больше. У них там 400 с чем-то тысяч по году, 20% они успели мобилизовать, но потеряли-то 89 тысяч. Это важный сигнал. Они наконец-то... Все, победа.
Все, победа, все, победили. Смотрите, они меньше мобилизовали, чем мы убили. Выходит и говорит о победе на Буча-саммите. Все, можно войну заканчивать. Так он и хочет закончить, потому что понимает, что что-то дикое несется. Говорит о том, что перемирие нужно. Перемирие. Пожалуйста. Щодо сигналів не бити по енергетиці, це не новий трек, але хто нам такі сигнали передає, не буду казати, я просто не можу дав слово, що не буду поширювати. Якщо вони будуть бити по нам, ми будемо відповідати. Якщо вони будуть згодні припинити удари по енергетиці, ми будемо робити відповідати дзеркалі. Мы согласны. Энергоперемирие. Согласны. Перемирие на Пасху. Предложили, ждем ответ. Мы согласны. Мы вообще на все согласны. Ну, то есть, давайте. Энергоперемирие, кстати, мы завтра будем... это тоже потрясающе. Как он об этом говорит? Слушайте, у него такое ощущение, что ему, правда, на хвост соли насыпали. Он, вот смотрите, он на Буча-саммите обсуждает, что завтра будет созвон по видео, там, наверное, по фото, по видео, может, почтовыми голубями, может, там, не знаю, там, крикнут в розетку друг другу, может, еще каким-то образом, с Виткофом и Кушнером, с американцами. И, ну, ездили ж недавно, Буданов же только вернулся, вот только-только. Все равно не получается. Надо, чтобы Зеленский был. Надо, чтобы Зеленский все-таки был. Перемовний трек. Завтра в відеоформаті планувалася розмова з американською стороною. Я підключусь, вони мене також попросили. Я про це проговорив сьогодні вночі з кінця Канада, з Марком Рюком. Ми домовилися, що він, я. То есть, смотрите, американцы видят, что лыжи не едут. Трамп злится. Сын Трампа раскручивает историю с украденным Зеленским баблом и отданным Байдену. Он как? Сын ты кто? Я сын президента. Ну, у меня подкаст, пожалуйста, приходите, смотрите. Он берет того журналиста, который это все написал. Тут ему рассказывают подробности, что у Виткофа есть информация. То есть Виткофу кто-то передал информацию. И он на переговорах... Ну, зачем Виткофу? Ну, он ей пользуется. Они туда заслали Буданова. Буданов как-то пытается лавировать, гасить пожары. Они же, Умеров, Буданов, говорят, хорошие переговоры, конструктивные, так продвинулись. Зеленский сегодня вышел и сказал, ничего не продвинулось. Ничего не продвинулось. И он говорит, меня позвали. Зачем? Да потому что они видят, что вот эти, ну, как бы они ничего не решают. То есть украинская же правда писала материал о том, что заходит речь о духе Анкоридже, те встают там то в туалет надо, то что-то еще. То есть это самая главная их тема духа Анкориджа, когда начинают говорить об этом на переговорах, это все, потому что они ничего не решают. Поэтому, говорит, давай, они попросили меня, попросили, шапку сняли, включись, пожалуйста. Вызвали тебя, потому что вот эти твои гонцы, посланцы, они вообще ничего не понимают. Ну, они просто сушат это все дело, затягивают, поэтому, ой, нам надо посоветоваться с Зеленским. А как посоветоваться? По телефону что всего не расскажешь, надо прилететь, надо вот... А тут, смотрите, по телефону все, ну, по видеосвязи, защищенное, наверное. Вітков, Кушнер, Ліндсі Грем, те, хто ще там будуть, проговоримо, де ми знаходимося і як близько ми до трьохсторонніх домовленостей, хоча б до трьохсторонньої зустрічі. Тому завтра у нас буде відповідні контакти. Ну, Умєров підключиться, побачимо, він знаходиться сьогодні вже в Туреччині. Ми продовжуємо наш трек. Ну, а где ему еще? Конечно, в Турции. Ну, а где гражданин Турции находиться, как не в Турции, правильно? Ну, конечно, в Турции. Он там продолжает переговорный трек. Ой, продолжает трек в Турции. І можливі перемовини з кількома державами. Сорвано, все сорвано, говорит. Все сорвано. Я завтра подключусь к переговорам, я предложу энергетическое перемирие. Ровно то перемирие, то есть, смотрите, у нас пасхальное перемирие, энергетическое перемирие завтра будет предлагать. Ну, чтобы не били по нам, а мы не били по ним. Из России есть уже ответ Пескова. Он говорит, что
Ну, сторона проигрывает войну, поэтому она и предлагает все эти перемирия. Сложно не согласиться с этим раскладом, хотя вовсю медийно, конечно, разгоняют Усть-Лугу, ударов на самом деле много, и удары, скажем так, ну, сегодня, конечно, Татарстан, Нижнекамск, в общем, ужасный пожар, взрыв на заводе нефтехимическом. Сообщают, что очень странно, да, то есть тревоги не было, но влупило так, что мама не горюй, там было пятеро погибших, хотя, говорят, там с мест значительно больше, что там за цех, то есть или заложили, подложили, но официально говорят неисправность, и, в общем, в одном из цехов произошел этот взрыв. Ну, так говорят официально. Понятное дело, что многие официальные версии, они подвергают сомнению. Это, кроме Усть-Луги, вот сегодня вот такое еще было ЧП. Но бьют же изрядно по НПЗ, по всем, скажем так, объектам. И сегодня даже в Белгородскую облгосадминистрацию прилетело. То есть вот видеонаблюдение, и прилетает дрон конкретно. То есть вот увеличение, если видно. Там прям конкретный человек шел, начал убегать, и все вот побежали. FPV-дрон прилетает на крыльцо облгосадминистрации. Не подавил ни рэп, ничего, не сбил никто. Ну, то есть это Белгородская область, ну, вот уже чем дотянулись, чем смогли, тем и ударили. Уже били как бы по Белгородской мэрии, облгосадминистрации. Но это чем уникальный случай? Тем, что FPV, ну, типа, долетело. Мол, не только российские FPV там начали дальше лететь куда-то, ну, то ли диверсантов забросили, то ли еще как-то, то ли приблизились, то ли отправили, то ли кого-то наняли, то ли... В общем, это сейчас очень много, скажем так, вариантов, тем более, что, ну, по поводу Усть-Луги сегодня все очень поражались, да, вот этому как бы самолету разведывательному, шведскому, который вот там на границе вот туда-сюда круги нарезал. И все подумали, что это он координирует, да, вот эти удары по Усть-Луге. Все это происходит на фоне высоких цен, энергетического кризиса. Зеленский говорит, мы не можем сделать так, чтобы Россия получала деньги, доходы, сверхдоходы, мы должны бить по ним. И предлагает энергоперемирие. Ход простой, как автомат Калашникова. Что придумают россияне, ну, мы увидим. Пока очень скептически. Ну, они там делают заявление, что, извините, мы не увидели готовности к тому, что там на какой-то мир, на какое-то перемирие Зеленский готов. А Зеленский его прямо аж колбасит от вот этого Донбасса. Он уже выложил все карты на стол и говорит, от меня требуют. И ультиматум есть. 2 месяца здать Донбасс. Поки що те, що хочуть Росія і те, що поширюють з нами партнери, що вони бачать закінчення війни або гарячу стадію війни, і коли Україна вийде зі Сходу, прийнявши це рішення. Питання в тому, що зараз нові вже терміни, вони говорять американській стороні. Я здивований, як можна вірити в це. Просто здивований, стільки років, чесно. І продовжується історія. Зараз нові терміни, вони сказали, що за 2 місяці, це остання інформація, що вони за 2 місяці захоплять схід нашої держави, цитуючи їх, захоплять Донбас. Захватят Донбасс за 2 месяца, а потом будут новые условия. Тому в Україні є 2 місяці, щоб вийти, і тоді війна закінчиться. А якщо Україна впродовж 2 місяців не вийде, то Росія захопить Донбас, і потім будуть інші. Ну, логічне запитання, якщо їх ціль тільки Донбас, це моє питання нашим американським колегам, то тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі потім? Будуть інші умови. Тобто питання все ж таки не Донбас, на мій погляд. Так? Питання нам зрозуміло, цілі їх зрозуміли, захопити за 2 місяці вони нічого не зможуть. Ничего не смогут, мы будем бороться. В общем, это после такой сенсационного обвинения во лжи от Рубио,
это вот он пытается доиграть, как вот актер пытается доиграть эту сцену, получается с трудом, хотя такие надежды подавал все-таки, такие надежды. Сегодня же 31 число. 7 лет назад прошло, слушайте, ровно 7. Был первый тур в Украине, значит, президентских выборов. У Зеленского было 30%, 24%. У Порошенко почти 16, 15,95. Тимошенко 13,4. Бойко 11,67. Ну и во второй тур вышел Порошенко и Зеленский. Ну, то есть там 30, 15. Все тогда считали, а какая будет аккумуляция голосов, а что-то как. Ну, видимо, одного... И тогда, помните, он говорил, я пойду на один срок. На один. И вообще хватит этот. Президент должен прийти, один срок отработать, и все. И надо запретить. И я не пойду на... А вот видите, какой он длинный, этот один срок оказался внезапно. С вот этими танцами вокруг Донбасса. А как же он говорил о Донбассе? Давайте сойдемся посередине. Я хочу поехать посмотреть в глаза Путину. Все больше и больше людей реально вспоминают, что он прям хотел в первые месяцы своего президентства сесть и поехать в Донецк. Ну, типа, знак мира, все. Мы этих порошенковцев выгнали, вот этих всех, которых Майдан выплюнул кровью в 2014 году. А то это все свернули, силы операций свернули, все, оружие положили, перестали просто стрелять. Вот Зеленский, я на Донбассе. Хотите автономию, давайте разговаривать. Хотите там что, давайте, все, закончили войну. Донецк, Украина, Луганск, Украина. Такие были очень серьезные ожидания, потому что человек шел с миром. А получилось, жесть какая-то получилась. И сегодня вот, когда слушаешь его первую леди, ты понимаешь, что он не просто думает, он пойдет на второй срок. You never wanted President Zelensky to run. Do you want him to run again? Я не думаю, що змінилося з минулого разу. Ми всі розуміємо, які випробування і очікування перед президентом і від президента, і відносно цього від його родини. Я не можу впливати на його рішення, балотуватися чи не балотуватися вдруге. Я спостерігаю, і я розумію, що я вже знаю, як жити в цьому світі, коли ти дружина президента. Она уже знает, как это жить, это женой президента. Там все, не видимся, работы много, устаешь, война еще это. Я не могу влиять. Но все-таки, если он решит, ну что ж, я, конечно же, да, поддержу. А мене це не так уже лякає, як це було, коли він балотувався. Чи хочу Вообще не так страшно. То есть, смотрите, а то, что она ж была перепуганная, все говорили, ой, какая милая пара, какой молодец там Зеленский, какая умничка Зеленская, как она стесняется, я же первая леди, это большая ответственность. А сейчас, говорит, нормально все, сейчас уже все как бы, все нормально, я пообвыклась. Я цього ще раз, це дуже складний шлях, дуже виснажливий. І я можу сказати, що ми обидва втомлені. Проте є... Устали. Они устали, тяжелый путь, но, а то, что сказанное до «но», то лайно. Зобов'язання. І якщо він знову Перед кем? То есть обязательства. Перед кем обязательства? вирішить, що він мусить залишитися для того, щоб закінчити процес, який він розпочав. Какой процесс, который он начал? Слушайте, тут же ты ж вроде как первая леди. Ты же вроде как уже как бы пообвыклась, тебе уже, ты уже все видела, ты уже все знаешь. Ну, еще бы 7 лет первая леди. Ну, ты какими-то такими загадками, во-первых, говорит, обязательства какие-то. О Конституции ни слова. Об обязательствах какой-то, ну, посыл. Потом обязательства. Странно все как-то. Странно говорит. Я думаю, що це буде його рішення. Це складний період для всієї нашої родини. А війна, вже ж це, я не знаю, з чим порівняти цей період свого життя. І психологічно це дуже складно, тому що ми поставили на паузу все. І Все на паузе. Вы думали, Конституция на паузе? Да. Все у них вообще все на паузе. Абсолютно. ти спостерігаєш, як зростають твої діти, виростають, і вони вже стають дорослими. А весь цей час ти ніби спостерігаєш за всім своїм життям трішки збоку. Ти не дуже... Ну, я не можу сказати, що ми живемо на 100%. Ми все ж таки чекаємо, ми працюємо, ми боремося і чекаємо на закінчення цієї війни. На завершение. Все.
какой-то он процесс начал, должен закончить. И мы вот работаем на завершение войны, на свою жизнь, детей не видишь, вообще все на паузе. И вот и президентские разные телеграм-каналы сразу понесли, как у них все на паузе. Значит, зарплата главы офиса президента, там был Ермак, 25-й год, выше, чем у самого президента. Поэтому, когда кто-то шутит, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака, это только доля шутки, оно подтверждается. Смотрите, у Ермака зарплата больше. Значит, в 25 году он задекларировал больше 1 200 000 гривен, ну, хранит на банковских счетах почти 7 миллионов гривен. А Зеленский задекларировал за 25 год 336 000 гривен зарплаты, а Ермак 533 000. То есть 336 000 за год получает Зеленский, а Ермак 533. И не забыли упомянуть, что более 200 000 гривен отпускных получил Ермак при увольнении. Представляете, какие? Вот сразу вот не стало Ермака, сразу начали его как бы пинать. Вот это вот 200 000 отпускных. А Ермак сейчас говорит, все. Они что, он же должен показывать, что он работает в этой ассоциации адвокатов. Они знаете, что сделали? Они приняли решение, что теперь у каждой бригады будет адвокат. Вот это я понимаю, специалиста. Вот смотрите, никто до этого додуматься не мог. Никто. Только вот Ермак, который в ассоциации адвокатов не на фронте, а в ассоциации адвокатов, говорит, мы будем защищать пострадавших от войны. И в каждую бригаду предложили по адвокату. Сегодня у себя пишет ассоциация адвокатов, бригада, в каждую бригаду. А зачем им адвокат? Что ж там за такие тонкости, юридические вопросы? Адвокат прям должен. Кого он будет защищать перед прокурором? Вообще, если так вот воспоминания немножко, вообще другие были. Другие были эмоции. 7 лет назад, слушайте, абсолютно надежды были. Были, может, ездить там, Украина, Донецк, Луганск, Россия, по-нормальному все будут отношения, там эти все, скажем так, моменты. Он же сам в России сколько работал. А как он превратился в Кулебу, я не понимаю. Почему в Кулебу? Потому что вот об этом же периоде вспоминает Кулеба, тут вообще какую-то интересную вещь рассказывает о том, что если бы вот как-то по-другому бы себя повел Зеленский, то из-за Луганска и Донецка ЛНР, ДНР на тот момент, до признания и присоединения к Росії, вообще була б гражданська війна. Якби навіть Україна, бо зараз ретроспективно, коли ми проживаємо цей весь жах, опція «давайте заберемо ОРДЛО» виглядає як менше зло. Але, по-перше, тоді опції війни не було в принципі. Ну, ніхто не міг уявити собі, ніхто, що таке можливо. Давайте будемо відверті. Якби навіть ми забрали ОРДЛО на російських умовах, аби тільки не було війни, в країні почалася б така колотнеча, що був би високий ризик громадянської війни. І це було б набагато гірше. Так интересно, этот Гордон, да. Как вот это, с Лукашенко точно так же ходил там, да. Ну и все другие по списку. А с Гиркиным как? С Гиркиным интервью для Гааги, помните? Для Гааги, у меня есть флешка для Гааги, я отправил флешку в Гаагу. Да. Была бы гражданская война. А кто с кем воевал бы, если бы Луганская и Донецкая область была бы автономией? І третє, є в історії світу приклади, коли суспільство і політична еліта країни жертвують частиною своїх інтересів заради повернення або надбання нової території. Ну, треба змиритися, що вони такі, просто тому, що ми хочемо, щоб вони були з нами. Але Україна, була не там. Не в частині еліт, ставлення еліти, ні в частині ставлення суспільства. То есть, плевать, это так вот с дипломатического переведу, никто не хотел там жертвовать. То есть, война бы была гражданская, но жертвовать никто не хотел. А сейчас жертвы соизмеримы. Вот нам Зеленский рассказывает, сколько погибло россиян. А сколько уничтожено судеб, поломано судеб в рамках этой войны и тотальной бусификации. Камельчук рассказывает про истории на своем округе. Депутат, кстати, от той же слуги того же народа. Коли під час перевезення військовослужбовців в одну навчальну частину
Представники ТЦК чи військова частина, я не готовий відповісти, вбили людину всередині автобуса. Потім завезли всіх. Убили в автобусе. Ну, так бывает. Ну, эти ведущие слушают, как зайчики. Убили в автобусе. Відділення поліції, всі написали заяву, що вони претензій не мають, нічого не знали, нічого не бачили, на тому історія закінчилася. В мене в окрузі є ситуація, коли батька 6 дітей, я вже про це згадував раніше, заламали, привезли, побили, потім поставили до стінки, щоб він перед камерами нібито сам впав, вже знепритомнів, помер. От я не розумію, для чого взагалі це робити і в чому тут реформа. Как зачем? Надо держать в страхе. Раз. Подбрасывать мясушка на фронт. Два. Во-вторых, ну как это без мобилизации? Вы что? Не выдержала бы страна? Невозможно было. И это слуга народа, которого мы выбирали ровно 7 лет назад. Есть такой потужный там, по-моему, ТРОшник. Позывной Киянин. Его там много смотрят по ТикТокам, он там рассказывает, рассуждает. Вот он попал в подкаст на интервью и тоже рассуждает о мобилизации. Зачем это все? Мобілізації немає винних, немає покарання. І продовжуються оці всі мільйон відео бусифікації. Для чого це робиться? Це робиться для перемоги. Це західні партнери дивляться, використовують наші вороги у себе в країнах. Де мордасті дня не служивши ТЦКшники, такі самі мусора, вовчуть, б'ють, тягають всіх. Мало того, вже дійшли до того, що військових у відпустки та вчуть тягають. Ну це ж так не То есть вообще попутали берега. Военных в отпуске тоже тягают. може продовжуватися. А все просто в країні відсутня правоохоронна система. Якби вона була присутня і дієздатна з желізними яйцями Верховна Рада, а невеличкі фрагментарні там люди і групки, які дійсно достойні, да? А отакі, як от сидить метадонова голова, Куля Коклета, да, і розказує, воєнний не должен звільнятися, він должен там воювати, він братів кинув. Так оцю метадонову голову треба взяти, вивезти туди, в район Новопавловки. І все, це вибереться, значить, коли вибереться, ну, значить, все. Простий метод. Ну, вот так вот. Коля Котлет — это Тищенко. Ну, который в спортзале в блэкауты ходит, в Раде там, которого вывели из-под уголовки, кум Ермака, вывели из-под уголовки, он теперь ходит там, типа, о стране заботится. Отмазали, короче. Ну, вот так. А Сырский что думает о мобилизации? Сырский прям хоть к ране прикладывай стал. Дал интервью, представляете? Ну, звичайно, будь-якого командира зараз запитає на фронті, якщо 2 роки тому це були снаряди, це були ракети, то зараз люди. То есть 2 года назад ракеты, снаряды, Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? А сейчас люди. Где люди? Підготовлені люди, підготовлені службовці, які навчені, які готові виконувати свій військовий обов'язок. Тому що мобілізація, зрозуміло, це основне джерело поповнення потреб Збройних сил. І тут наша задача, щоб цей процес відбувався як можна, так би сказати, комфортніше для тих людей, які мобілізують свої війська. Комфортный процесс должен быть. Задача, вот это, смотрите, это главнокомандующий вооруженными силами. Он при Залужном, то есть до повышения, он был сухопуткой, командовал. То есть он все это от сих до сих, это его как бы кафедра. Говорит, надо, чтобы было комфортно. Тобто, щоб не було порушень законодавства, не було порушень значить, в тих процедурах, які застосовуються при проведенні мобілізації. От сьогодні ви яку оцінку поставили мобілізації в Україні за шкалою від 1 до 10, наприклад? О, это видите, это журналистика. Говорит, а вы бы какую оценку поставили мобилизации по шкале от 1 до 10? А еще можно по 5-бальной системе, а можно по 12-бальной, а можно буквами ABCD. Какую вы оценку? Ну, смотрите, по 10. Сколько? Это как, понимаете, ну, это хлопец молодой, он же не ухилянт, он же, смотрите, он же, вот это вообще, он же у главкома интервью берет, наверное, тиктоки любит смотреть, и там вот это вот, как бы, девчонок обсуждать, типа, а она сколько из 10? Сколько эта девчонка мобилизация Сашка Сырский из 10? А ну ответь. И Сырский дает оценку из 10-бальной шкалы. Ну, знаєте, боюсь бути необ'єктивним. Завжди хочеться. Ви маєте повне право на це. Я знаю, так. Да. Ну, на рівні, напевно, 6-7. 6-7? Ну, хоть не 7-8. Десь так. Дуже Хотілося часто б більше. більше людей чи Більше- краща якість підготовки, чого більше б хотілося, щоб
И тут уточняющий вопрос. Хотелось бы больше чего? Людей хотелось бы больше? Или качество подготовки? Ставити високу оцінку. Хотілося б більше і якості підготовки, і більше отримувати мотивованих людей. Мотивованные должны быть. Мотивованные. Ну, очень тяжело, конечно, Сырскому дается интервью, вот честно. Понятно, что... Но он уже немножко поднаторел. Все хорошо. Все в порядке. Вот он комментирует ситуацию с СЗЧ. Скажімо так, я бачу цей процес в тому, щоб максимально створити умови, щоб самих СЗЧ було менше. То есть, смотрите, мобилизация комфортная. СЗЧ должно уменьшаться. На всіх етапах мобілізації. Що ще можна для цього зробити? Що ще можна зробити? Ну, по-перше, зробити самі умови проведення мобілізації більш такими, я вже сказав, можливе слово, комфортно нам не зовсім підходить. Але ж ми розуміємо, що основна причина саме для залишення частин це небажання проходити службу, побої. То есть, представляете, смотрите, они уходят из частей. Почему? Потому что не хотят. То есть это не говорит какой-нибудь там эксперт, какой-нибудь Корчинский, какой-нибудь там, не знаю, Портников, еще кто-то, какие-то там морды, да, которых мы видим по телевизору, по Ютубу, еще. Это говорит главнокомандующий вооруженных сил. Говорит, не хотят. Не хотят. За своє життя, ну, звичайно, це природне. Так от процес, щоб, скажімо, зміни, кардинальні зміни життя, коли людина попадає в ТЦК, потім в начальний центр, де проходить підготовка, щоб він відбувався як можна, скажімо, безболісно. Безболезненно. Безболезненно. То есть, значит, у него же как вот этот мобилизованный, его попадают в приемник ТЦК. Значит, потом он попадает в распредцентр, там, учебка. После учебки отправляют. И вот надо, чтобы это все было безболезненно, безболезненно. Понимаете? Безболезненно. Щоб на всіх етапах всі, хто працює з мобілізованими, мається на увазі персонал територіальних центрів комплектування, просто виконував свої обов'язки і по-людськи ставився до тих людей з повним розумінням і цього слова. По-человечески. Запомним это, по-человечески. Вообще, конечно, очень удивительно. На фоне того, что происходит на улицах, появляется вот такое интервью, и оно такое, знаете, как человекоцентричное, что комфортный процесс, безболезненная мобилизация. Секрет этого раскрыла Марьяна Безуглая. Вот кто-кто, а Леди Би молодец. Она сразу у себя все вычислила. Смотрите. Анна Маляр. Представляете? Есть такая сотрудница Минобороны. И Вадим Карпяк, ведущий из ICTV марафона, который вышел и сказал: я иду в армию. Потом он прошел учебку, потом вышел, там начал комментировать все на свете. А он оказался пресс-секретарем десантных войск. Представляете? И вот она пишет. Банальный ответ. Кого снимали Маляр и журналист марафона Пинчука Карпяк, который после пафосной мобилизации в десантнике сразу после подготовки оказался речником, поперечником, спикером. Причем Сырского. Безуглая пишет. В который раз невесело смешит, что люди хотят показать, что самые близкие к телу, не понимая, что это их морально дискредитирует. А медийщица Анна Маляр до сих пор не поняла, что такой пиар с таким актером никому не заходит. Александра Станиславовича в его амплуа растягивают на цитаты разве что в военных чатиках для мемов. И это нехорошие мемы. Плохая ситуация с реноме главкома. Ничего уже даже мне портить. Нечего уже даже мне портить. Вопрос исключительно к президенту, какая мотивация так его держать и не уважать войско, на котором держится как держава, так и его, Владимира Александровича, власть. Это был комментарий Безуглой по поводу этого. А по поводу безболезненной мобилизации, я вчера показывал Одессу, это было вчера, это, конечно, одище просто какой-то лютый. Вот, пожалуйста, Одесса.
Замес дикий. Значит, это с другого ракурса, подобные кадры, я думаю, вы помните. Мобилизовывали человека, этот бус начал всех таранить, произошла такая прям потасовка, вылетели местные жители, мужики, все начали отбивать одного. Есть пострадавшие, женщины там падали, чуть не придавило бусом. Бус ретировался. Ой, кошмар, конечно, что? Ну и вот это вот, поехал бус, так сказать, этот автобус, микроавтобус, да, дальше там таранить. И стреляли тоже, да, со стрельбой во дворе. Значит, вчера полиция ответила, а сегодня с утра ТЦК. Что это было? Значит, длиннющий текст. Короче, значит, областной ТЦК говорит, что мужик, которого военкомы били ногами, на них напал первый с ножом. Они, причем интересная формулировка, да, он, будучи заранее подготовленный деструктивной пропагандой анонимных пабликов. Ну, в результате военком получил тяжелое ранение обеих ног, врачи борются за его жизнь, состояние критическое, давят на слезу по поводу этого военкома. Но формулировка, значит, напал с ножом, будучи заранее подготовленным деструктивной пропагандой анонимных пабликов. То есть нападает на военкома человек с промытыми мозгами в анонимных пабликах. Представляете? То есть он-то что смотрит в этих анонимных пабликах? Ну, как люди отбиваются от ТЦК, да, там, как они там бегут, как они убегают, как они вступают в бой, в противостояние, как их тянут за ноги, как задувают баллонами. Когда баллон есть и у одних, и у вторых, они вот эти видео смотрят, вот эту уличную, вот эту, да, в мире животных, которая за окном. Но это он заранее, они к нему по-нормальному, а он взял их по ногам, вот это вот ножом. И они его потом повалили, били ногами, слетелся весь двор. И, в общем, мы видели вчера, тоже показывал на Арестовича тоже, что произошло. А, конечно, жалко. Конечно, жалко. Причем опять возникают у людей вопросы. Так, подождите, а кто оккупант? Оккупант кто? Эти или те? Ну, хорошо, что у нас есть правильные герои, которые, вот, например, есть такой Корякин, у него там схидный, типа восточный, какой-то погоняло, да, позывной, погоняло. И он может объяснить, что нет, ребята, ну вы какие-то странные. В оккупации гораздо хуже. Он там в 15-м году, там еще в каком-то был году. Короче, он оттуда жил в Луганске, правдами-неправдами переехал на територію України, от зараз діляться опитом. Чи є відчуття цієї свободи? Ну, звісно, є. Просто хто не був в окупації, він взагалі, можливо, і не знає, що таке свобода. Ну, багато хто зараз каже, що він тут не на свободі в Україні, що тут бігають ТЦК, там ловлять, це вже диктатура, але він просто не жив в окупації. Кто не был в оккупации, тот свободу оценить не может. Есть такое выражение: кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Вот такой у него синонимический ряд, в принципе, ну вот, только там перевертыш у него сейчас выступает. Но он же, смотрите, как он задумчив, смотрит, так сказать. Он же в оккупации-то партизанил. Там ну, зовсім інші правила, і їх там просто не існує. Там було норма вважати, що якщо ти там задінеш десь локтем військового якогось російського, то ну, було норма, що тебе відвезуть на підвал там, і все, тебе вже ніхто не знайде. Коли То есть задел локтем военного российского, тебя отвезли в подвал, и тебя уже никто не найдет. Какие ужасы рассказывают про оккупацию. там в 14-15 році люди визивали поліцію, замість неї приїжджали ці бойовики, росіяни, забирали людей, там порушників. Ну, просто були випадки, коли там чоловік напився там і щось поскандалив з жінкою, вона викликала цих, як би мовити, так звану поліцію, вони приїхали, забрали його, вона прийшла через тиждень забрати його назад, а їй просто кажуть, так ми його стріляли вже. І таке, що ти визивала. Ну, я думаю, різниця така велика досить між окупацією і неокупацією. То есть, смотрите, в оккупации хуже.
То есть это поддержка вот этого нарратива, что если ты не пусифицируешься родному ТЦК, то приедет путинский и тебя повяжет. А смотри, какие душещипательные истории в 2014-2015 году он рассказывает. Да в 2014-2015 году могли и из ополчения приехать, расстрелять, забрать и, в общем-то, поживиться материально. Из батальонов националистических. Лютое же было время, особенно если мы берем места или зоны там, где рядом боевые действия. Лютое же время было. То есть, как бы, давайте так, он сравнивает 14-15 год с вот этим, а действуют они-то точно так же. Так получается, так а кто больше оккупант? Он уверяет, что там хуже, там вот, вы не жили в оккупации, поэтому думаете, что это у вас тут свободы нет. Здесь вот прям идешь и дышишь свободой по сравнению с оккупацией. Оккупация. Понимаете? Каменское. Едет рабочий автобус. Шановні, виходимо, виходимо. Напиши мне где-то. Пусть полиция заходит. Вот, а то, что мы говорим, Почему мы должны это делать? Почему мы должны это делать? А все должны сидеть. Да при чем тут А что это? Нормальных пацанов забрали, а вот эти Короче, замес произошел, зацепились языками на фоне, они остановили рабочий автобус. Там женщины, мужчины ехали на завод, рабочий. Ну, идти ж давай, типа, на выход. Говорит, а что я должен... Это прям метафизика, диалектика прям, правда, диалектика. Говорит, а почему я должен это делать? Все говорят, ну, потому что ты военный, ты в форме. Ну, стоишь в военной форме, в маске, у тебя там оружие, вы там... Ты военный. Ты иди на фронт. Почему я, работяга, должен идти на фронт? Я 23-го года закопан, здесь уже год. А что вы вообще оттуда вернулись? Да, надо было сдохнуть там. Мне надо было там сдохнуть. Я с 23-го года, я вот я вернулся. А ты тут сидишь. Давай, тоже в окоп. И это называют моралью. Ну я ж был, а тебя ж там не было. И это должно как бы стыдно стать человеку, что он работал под этими шахедами, с этими инфляциями, донатил, собирал, помогал, вот это вот все, держался этого места на своем заводе и на своей фабрике, которая там еле-еле теплится, еще там единицы остались, которые хоть что-то делают. И ему должно быть стыдно. А этот вот пришел с 23-го года там был, а что, я должен там был умереть. То есть они думают, что их надо понимать. Но у них положение военного. Военный он создан, и он нужен, и он в принципе, он ради гражданского, а не гражданский ради военного. То есть все перевернулось с ног на голову. А что он должен теперь сдохнуть? Вместо вас? Получается так? Вместо вас? Вместо вас, правильно. Женщина, он там правильно говорит. Получается, что вместо тебя надо, чтобы, да, вместо меня. Я тут приехал и вместо на замену туда. Ну а как? Вы, получается, пришли. Ми також так достанемо. Давайте тільки без оцього кіпіша. От давайте кіпіша, ви сядете, у нас до вас питання. Та ні. Є питання до вас. Давайте учасникам непонятної для вас ситуації. Виходимо. Для нас понятно. Это ви присядьте, будь ласка, а ми з ними вийдемо. Короче, они их выгоняют. Давайте без кипиша. Ну, кипиш все-таки был. Ні. Вони тут не остануться. Остануться. Вони тут не остануться. Остануться. Ще раз кажу. Ще раз повторюю, вони тут залишаться. Це з вашої точки зору, чи що? З точки зору закона. З точки зору закону. Якого закону? Документы хоть кто-то Якого покажите. закону? Якого Хоть закону? кто-нибудь покажите документы, кто вы Згідно такие. чинного законодавства, вони зараз з нами їдуть. Никуда мы не Кто вы поедем. такие, чтобы с вами ехали? Для начала. ВСП, щоб вам документи. Не тебе, а вам. ВСП, щоб вам документи На виход, на виход. Да, Лялька, чего вы делаете? Ну и все профессиональненько за шею. Вот это все в масочках. Погнали, начали тянуть. Ну там паренек помоложе. Ну а мужика потянули. Ну и началось. Все как всегда. Они под это заточены, они замешаны. Но там взрослые люди, рабочий класс, который еще
Ну, им надо памятники ставить. Знаете, вот это вот люди, которые работают на заводах, на предприятиях, которые там что-то еще в этих условиях, они вообще как бы хоть что-то производят. Это прям был такой, ну, это идеологическая была история, потому что Советский Союз тогда вот только, мне были, кстати, книги, помню тоже там рассказы такие, как это, соцреализм, про заводы, про фабрики, такие много интересных. Я автора уже не помню. Я там была книжка, там я несколько прочел. А там простые, там очень как бы обычные ситуации. Там пошел на работу, опоздал, вернулся, там пошел там на свидание сходил, там помог другу там с чем-то, выручил кого-то. Просто такие короткие рассказы. И я тогда поражался. Там описан вот этот быт рабочего, то есть там его свершения, трудовые подвиги. Я думаю, что эта история переживет ренессанс определенный. Потому что, ну или бангладешцы приедут, понимаете? Быть вот рабочим на заводе, прям что-то делать, мастером каким-нибудь или там где-то что-то, это прям сейчас просто какой-то... Хотя вот на этом строились целое поколение, целые города, вот в прошлом, получается, веке, да, 100 лет назад, ну и позже. А сейчас просто это вот рабочий, ты мусор, все, давай, я там был, сейчас ты поедешь, все, поехали. Хватают, бьют. Но это если... Это если отпора не встречают. А иногда встречают, вот в Днепре. Значит, происходит замес. И тут подкрепление прилетает. Причем хлопец в белом разматывает один, весь, так сказать, серпентарий. Вот так вот. Они тут, конечно, все кричат, ругаются, ломают имбус. Этот человек, девушка, она снимает это все с балкона. Сволочи. Я слышу, блин, крики какие-то, думаю, что происходит? Ой, ребята, молодцы, отбили. И они начинают праздновать. Они начинают праздновать эту победу. Герой вечера это вот в белом, который ворвался со старту. То есть, если те там что-то боролись, тягались, а тот сразу со старту ворвался и как бы резким, скажем так, яростным. Он-то нездоровый сам по себе, этот, а там поздоровее, как бы, но он настолько влетел, так сказать, яростно, дерзко и быстро, что они, конечно, перепугались, все получили по голове, там, раз, два, три, троих он уложил, и дальше там побежали по этим бусам, по машинам и уехали. Никого не забрали. Они празднуют. Вот, герой вечера идет восвояси, благодарят друг друга. Причем герой там явно, этот герой вечера, он моложе 25, судя по всему. Ну, скорее всего, так на вид не определишь. То есть, ну, вот уже, вот вам, пожалуйста, оповещение. Сейчас будут плакать по фейсбукам вот эти ТЦКшники, которые говорят, вот, люди насмотрелись видео в анонимных телеграм-каналах, и вот устраивают такое. Какое такое? Они крутили, вязали, ломали хлопца, просто было кому вступиться. Вступиться не... женщине, которая там костьми ложилась или там цеплялась, а конкретно с кулаками. Конкретно. И баллончики там уже есть. Уже на баллончике есть баллончик. На огнестрел будет огнестрел. На кулаки тоже будут кулаки. Но у нас пропагандируется другое. Патріотичне. Дві речі треба було зробити. Повну загальну мобілізацію. І друге, це абсолютно тотальна українська мова. Ну, немає іншої. Бо на цьому маніпулюють постійно. Російська мова – це дуже важливий привід
Росія використовує це як привід для вторгнення. А привід для війни – це дуже важливий інструмент. І якщо ми продовжуємо говорити, дивитися, слухати російське, це наче самі підставляємося. Мені особисто от гидко в роті, коли я починаю це говорити кацапською, воно наче ти якось щось неприємне з'їв. І я дуже злий на російську мову. Це колись це був для мене якась мова літератури, мова мистецтва і науки. Зараз для мене це підська говірка, яку просто треба забути. Все, забудь. Это забыть. Это наречие, это русское. Все нормально. Вот это вот идеология. Вот это вот та идеология, та, которая сейчас полная мобилизация и полная украинизация. И тогда вот повоюем. А в каких границах? Ну, в каких границах? Какого года? Какой области? Области фантастики? Области фантастики. Потому что и во Львове есть русскоязычные. Коренные. И то, на каком Тернополь, и некоторые говорят, это не украинский язык. Потому что там, ну, понятно, все перемешалось. И в Полтаве. Все говорят, во-первых, на суржике. Во-первых. Во-вторых, русский, ну как, российский русский язык, он отличается от украинского русского языка. От белорусского отличается. Произношением, да и словами разными. Есть специфические слова конкретных регионов. Понимаете, просто вот сейчас идет вот эта вот волна, и понятно, потому что война, вот типа Донбасс русский, да не был он русским никогда. Были на том Донбассе все на свете. 130 с чем-то национальностей. Но его толкнули туда, в Россию. Порошенко, АТО, вот это толкнули, вытолкнули. Несправедливостью, кровью, применением армии. Выходили люди на станицы встречать, голыми руками танки останавливали, а эти ехали, хлопцы молодые, говорят, да мы как бы и не хотим туда, там, ну, в общем, давить вас там или еще что-то. Вот в тот момент надо было все останавливать и разруливать. И поехали, кстати, политики разруливать, и все это было. Но что? Центральный сигнал не из Киева, а из-за рубежа нам сказал другое, будет АТО. Будет применение армии против людей. Нет, конечно, скажут, там заброшены были Гиркин, Стрелков, там заброшены были, были подкрепления, были провокаторы, были люди, которые действительно из России, но были и основную массу составляли те, которые выходили, были, ну, дончане, луганчане. Были, конечно, и прекрасно, все это понимают, но донецкие и луганские в основном, вот они до сих пор воюют там вместе, уже в составе, это донецкие бывшие, это луганские. Поэтому там, знаете, вот тоже, это типа против России. Вот там надо было договариваться, когда еще голая рука могла остановить холодную железяку танка, понимаете? Вот тогда нужно было договариваться. А сейчас у нас теперь ухилянт и герой. Вот эти герои говорят только на украинском, и только вот все должны быть служить. Выходит другой герой, который спутник сжег. Ну, не он его сжег, а он бабки сжег на спутник. И говорит, это все вот это ужас, это героїзація ухилянтів. Героїзація ухилянтів, яка відбувається, вона відверто дуже сильно бентежить. Тому що не на цих прикладах повинно зростати молоде покоління українців. Є якісь депутати, наприклад, які нівелюють там слова потужність, незламність і тому подібне. Я думаю, що якийсь чек суспільний буде їм виписаний. Конечно, будет выписан чек. Общественный чек. Притула, ты чеки за спутник покажи. Спутник сгорел в атмосфере, ему там макет поставили, музей поставили. Макет составили, в музей поставили. Это тот спутник, снимки которого на 16 миллионов, вот это вот
все скидывались, помните, был скандал. Спутник притул. И все, нет его уже, все. Сгорел в слоях атмосферы, и на память поставили как бы спутника макет. А это макеты на дронах, на геранях. Макет на геранях. Макет ракеты Р-60. Чтобы авиацию испугать. И, значит, это Бескрестнов, советник министра обороны, публикует эти фотографии. И заманить перехватчики. Увидели, ракета там опасная, наверное, и давайте там, в общем, лупить по ней. А это просто муляж в то время, когда там боевой, без муляжа, дрон летит по другой цели. Муляж. Оказался просто муляж. И вообще вот эти рассуждения, там мы один народ, мы не один народ, это, конечно, нечто. Тут сообщил 24 канал, ну понятно, что это может быть первоапрельская шутка, что директор Елабуги, завода, где производят герани, дочку Геранией назвал. Герания. Документы публикуют, смотрите. Ну, понятно, такие документы в фотошопе можно сделать. Но, опять-таки, это пишут люди и смеются, и выделываются. Те, которые байрактарами детей называли. Джавелинами, байрактарами. А если директор завода, так это можно и поддержать. Он, наверное, озолотился. Судя по количеству применений и по той скорости, с которой они совершенствуются. И вообще там, они же там достраивали еще один, и потом еще один цех достраивали в этой Елабуге, в этом заводе. Поэтому он, конечно, он будет называть. Герань кормилица у него. 100%. Ну, это же москальский язык, вот это все, мне не нравится, фу. Героизируем ухилянтов. А что отличает украинцев? Вот по тому же притуле. Минута молчания, вот это должно всех объединить. Я відношусь з... Тут, вибачте, дуже важко підібрати слово, тому що тут не про повагу чи неповагу, вірніше, тут не про злість, тут якийсь такий конгломерат відчуттів, замішаний, мабуть, на такому слові українському, як огида. Я не розумію, що саме має бути в людини в голові, якщо їй важко 1 хвилину на добу, причому знаючи, коли ця хвилина, встати і вшанувати пам'ять людей, які загинули, щоб ти міг чи могла посьорбати своє ранкове капучино. Я би міг нарікати на те, що це, можливо, поганого виховання, але ж не тільки, мабуть, причина в цьому. Можливо, частина цих людей свідомо не хоче вшановувати цих захисників. Відфільтрувати, хто свідомо це робить, хто не свідомо, вкрай важко. В принципі, можливо, треба, не знаю, там, не хочу вживати слово змиритися з наявністю таких людей в суспільстві, але я завжди дивлюся за горизонт. І мені більш важливо, щоб українські діти, українська молодь виростали з усвідомленням, що це за хвилина, і чому вона важлива, і чому вшанувати пам'ять цих людей – це поведінка свідомого громадянина. Что это дает? Он ответил на этот вопрос. Он ответил на этот вопрос. Он говорит, огида, ну типа пренебрежение, вот это противно ему. Что дает эта минута молчания? Отфильтровать. Возможность отфильтровать. Они сидят и фильтруют. Это их история. Вот сейчас я отфильтрую. Не примут разных, как было. Было в Украине. Разных. Этот 100 раз пример приводил. Ива Бобул, великий патриот, в Луганской области, в Антраците, постоянный день шахтера. Вот только он там, завершающая программа перед салютом, из года в год. И его там любили, а он пел и по-русски, и по-украински, и все. И любили таких разных, и не было никаких преград. И на украинском, и на русском, и замечательно, и принимали. А ты откуда, а ты откуда? И на Донбассе куча была Западной Украины. Ну так судьба забрасывала людей. Муж родился, а жена, она приезжая там издалека, не знаю, там из-под Закарпатья, Львовской области. И ничего страшного. И все нормально говорили, все друг друга понимали. Но потом началось отфильтровывание. И оно продолжается и сейчас. И вот эти беснуются от вот этих товарищей до звезд бывшего шоу-бізнесу українського. Ті люди, які не побороли себе москаля внутрішнього, вона є, і типу, ну вже типу, можна опять по-нашому, можна вже бути собою.
То есть, сидит этот друга река, есть такой Харчишин. Ну, фамилия о многом говорит. Ну, неважно. То есть, он говорит, что ах, фух, все, можно быть собой. Так и есть. Русский язык, украинцы в Украине общаются на русском друг с другом, если это они друг друга уважают, они понимают, и они не чувствуют опасности друг от друга. Ну, по-человечески общаются. Могут себе позволить. Я не говорю, что там близкие друзья, но язык становится языком интимного общения. В хорошем смысле слова інтимного. Є такі, А да? є відчуття цього відкату? І незалежно від географії, від геолокації, але я таких людей зустрічаю. Типу, ай, блін, надоїло ламати челюсть. Вони ну, не вкладають усіх сенсів в мову. Тобто вони не Неискренние какие-то. Перешли неискренне. Ты как бы перешел на украинский язык, но сделал это без уважения. відштовхуються від цього як від основи. А думають, що, ну, типа, ну, блін, це ж не головне, да? Головне ж там, що там пацани, вони ж теж по-русски говорять. Там, на нулі. Не навчилися ще у тому причинно-наслідковому зв'язку. Не научились, не научились. И там пацаны по-русски не научились. Темные все, просвещать всех надо. А вот продюсер Кондратюк, тот, который Козловскому, ухилянту, ну, он же отслужил, там и там служил, и там служил, и сейчас ездит, поет, проиграл суд за песни, и вот пришел к Маричке Падалке. К Падалке пришел на интервью. А ти сприймаєш переоцінку цінностей тими артистами, які їздили і після 14-го року, але припинили це робити в 22-му і визнали публічно цю помилку? Сприймаю, вони просто менше мізків, ніж мені хотілося б, щоб у них було. З іншого боку, я всім кажу, що коли ви дивитесь на артиста чи артистку, то вас вабить там його пісні, його голос, чи її там пластика, можливість рухатися на сцені, якісь красиві ці, але не треба думати, що у артистів є мізки. Ну, просто... Не думайте, что у артистов есть мозг. Вот у него есть мозг. Мозгов нет у артистов. А он же спрашивает, а типа, Маричка говорит, а вот эти ездили там после 14-го до 22-го, а потом публично это признали. То коли артистам про це не кажуть, то це злочин. Ну, тому що артисти представляють в даному випадку український шоу-бізнес. Слово українське, наприклад, в Криму було викреслено в березні 14 року. Якщо вам до сих пір не зрозуміло, до чого це призвело, як мінімум до того, що вони туди не поїдуть співати. Ви скажіть їм, вони дурні, але колись до них дійде. Ну, до всіх дійшло, до речі. Як ми з тобою знаємо, 26 рік не до всіх дійшло. Ти реально вважаєш цих артистів дурними? Ну так. Ну як, я не вважаю дурні, я вважаю, що у них мало мізків. Ну таке буває, вибач. Дурные. Просто дурные. А мы интеллектуальные, мы не дурные. По поводу патриотизма и дурости. Это яркое сочетание депутатки, но она ей не стала, она как бы депутатка со срочкой, после смерти Порубыя есть такая Танюха Черновол. Так вот она говорит, что, смотрите, вот это все, оно ж не кончится. Война не кончится. Це все буде продовжуватися так і далі. Йде багато розмов, ну, політичних, дипломатичних, про ймовірні закінчення війни. Ви для себе це як розглядаєте? Знаєте, ці розмови йдуть, ну не знаю, там з часів першого тижня після початку повномасштабки. Не вірю. Я з самого початку, у мене багато хлопців, які прийшли, вони сказали, ну ми тут на рік, за рік все закінчиться. Я кажу, ну по-перше, ще з заборони Києва, казала, ну повірте моєму слову, не менше 5 років. Тепер я, до речі, не настільки оптимістична. На жаль, не зараз оптимістична. Я думаю, це може затягнутися дуже ще надовго, дуже надовго. Єдине, що може бути, це, скажімо так, трошечки зменшення інтенсивності бойових дій, тобто це схоже на часи АТО. На часи АТО. Заморозка фронту, ну така собі. Інтенсивність, зниження інтенсивності. Короче, она ждет вот типа АТО. Ну, как вот было в Луганске и в Донецке, вот это все. Там сколько там, 1 погибший в день, или там 2 погибших за 3 дня, или там 1 в неделю, хлебное перемирие, школьное перемирие. Ну, ждет вот этого история, как, вот как было на Донбассе. Поэтому ничего не кончится. Вы не думайте. Ничего не кончится. А так это 5 лет еще будет где-то, поэтому готовьтесь, не волнуйтесь. И карты всякие там, статистики вообще не смотрите. Минюст, кстати, такую опубликовал. В прошлом году в Украине зарегистрировали 168 778 рождений, ну, новорожденных. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. 100 лет назад, в 1925 году, при аналогичном населении около 29 миллионов человек, в Советской Украине было зарегистрировано 1 246 000 рождений.
рождений. И эти люди нам говорят о том, что, ну, что, надо воевать еще 5 лет? Вот просто если сравнить сейчас и 100 лет назад. Не, давайте еще 5 лет повоюем. Конечно, давайте. Конечно, повоюем. А в чем мотивация воевать при таких показателях? В чем угодно, но только не в деньгах. Нардеп Костенко вещает. От ми часто говоримо про мотивацію, і всі під мотивацією розуміють якісь блага. І ми даємо оцю мотивацію, от ми дамо більше коштів, там, ми дамо, і навіть в мене законопроект написаний там, про деякі речі, які там для людей, які вже служать, давайте їм давати більше. А мені здається, що ми упустили оцю ідеологічну мотивацію свого часу. Найбільша мотивація для нас має бути це те, що завтра сюди прийде ворог, і буде вбивати вас, вбивати, ну, мається на увазі народ наш, буде нищити наші домівки, буде, я не знаю, гвалтувати наших дітей, знищувати нашу ідентичність. Оця мотивація, і оце мало звучати з першого дня взагалі повномасштабного вторгнення. І оце має бути основною мотивацією. А ми зараз, знаєте, якось все переносимо, контракти за гроші, те за гроші, намагаємося те, що ми пропустили ідеологічно, те, що влада не допрацювала, намагаємося це компенсувати грошима. На жаль, воно не працює. Воно не працює. Не работает. Надо... Ну, подождите, так было же и расчеловечивание. Была же все вот это, все то, что он говорит, что сейчас придут русские, сейчас всех поработят, будут насиловать, убивать, издеваться. Вот это вот все. Все будет. Все. Но нет. Не доработал Зеленский. Не доработал. Ну, ему некогда было. Он воровал с Миндичами, со всеми остальными. Сегодня так интересно, пришла новость. Полковник Нацгвардии. Он пытался купить себе инвалидность за $6000. Его приняли. Начали обыски, и там у него была табличка. Ну, коллеги по работе подарили. То есть ГБРовцы нашли табличку с приколом про ГБРовцев. И там написано: к лохам с обысками не приходят. Потому что обыски — это признак успеха. Представляете? Обыски — признак успеха. Ну, в такой стране живем. Вот это надо защищать, понимаете? Надо вот это защищать. Чтобы обыски стали признаком успеха. Вот такой шум сегодня, друзья. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего эфира. Ох, тут подгружается ваш чат. Спасибо большое за то, что комментируете, пишете. Значит, НАТО без США станут 2% опаснее и сплоченнее, 7% слабее, 43% НАТО без США не будет вовсе, и 47% США не уйдут. Это все блеф. Спасибо большое, что проголосовали. Очень рад вашим голосам. Благодарю. Получили мы 12 тысяч голосов. Это здорово. Спасибо большое всем. Значит, в финале давайте Колобку уделим время, потому что прислали мне, скажем так, просьбу, да, вот это озвучить, да, написать, ну, зачитать. Значит, давайте два таких сообщения. Значит, Сергей пишет. Александр, здравствуйте. Пишет, это как бы Сергей отправляет от другого Сергея. Тезка Сергей. Я постоянно смотрю вас, являюсь подписчиком, поэтому обращаюсь и прошу, может, отдельно сделать об этом кто-то передачу или сильно подумать. Также прошу возможности дать свои консультации, там люди в комментариях пускай напишут конкретно в этом вопросе. В Днепре все больше стало случаев, когда тетушки ТЦК не только бьют при задержании, но убивают людей, как бешеных собак. Вот очередной случай задержания молодого мужчины. У него 2 маленьких детей. Значит, и тут хронология содержания. 19:03 выходит из АТБ, бульвар Зоряный 3. Мы с ним созвонились. Иду домой, говорит. Пошел не домой, а в магазин. 19:18 вышел из магазина.
в сторону АТБ на Гагарина. Там произошло нападение на моего супруга, это жена пишет, людей ТЦК в военной форме, балаклавах, вследствие чего было нанесено телесное повреждение, погрузили в бус с травмой, отписли на Паникахе 19 терцентр проходить ВЛК 19:49. То есть еще, смотрите, час, это все в рамках часа. Говорит невнятным голосом, что забрали в ТСК, и он проходит ВЛК, сообщает, сильно болит голова, потому такой голос. Я приезжаю по адресу, хожу кругами, всем звоню, ожидая помощи. Минут через 40 подъезжает скорая помощь. Я подбегаю, ответили, да, к Кустадееву. Его вывели. Он не смог сам идти, потеряна координация. Едем в больницу 16 на Богдана Хмельницкого. В машине открылась рвота, сгустки крови. В больнице делают рентген, срочное МРТ. На МРТ уже заснул, кома. Нас направляют в Мечниково, едем с мигалками, делают там срочную операцию. Сотрудники полиции фиксируют произошедшее. Сергей из комы до сих пор не вышел. Но вот вдруг нашлись свидетели, что он сам упал. Дело готовят к закрытию. Мы будем писать, конечно, во все инстанции, но продолжать собирать дополнительные сведения еще и по этим вопросам. Ну, то есть, четко по времени. 19:03, 19:18, 19:49 приезжают, 40 минут, скорая тут уже. То есть, 2 часа, и человек в коме. Потом нашли свидетели. Ой, сам упал. Ну, как Кабельчук рассказывает, в автобусе. Ой, что-то случилось, он там что-то ударился. Что-то перемкнуло, там, начал биться головой об стенку, разбился и умер. Все. Сам. Ужас, через что проходят наши люди, это какой-то просто какой-то ужас и кошмар. Спасибо большое за это письмо, за то, что переслали вот эту как бы хронологию от девушки из Днепра. Так. Может быть ерундой, на всякий случай, пожалуйста. Так. В одну группу информацию скинули. Дыма без огня не бывает, поэтому будьте аккуратнее. До Пасхи включительно держитесь подальше от экопарка Фельдмана в Харькове. Не посещайте с детьми, особенно массовые мероприятия, которые там проводятся. Природа, зверушки, красиво, но обстоятельства сейчас такие, что именно это место выбрано для провокаций с жертвами. Точная дата провокации неизвестна, только временной диапазон, который мы указали. С этой пятницы до Пасхи восстановленные ВСУ... российские герани, восстановленные ВСУ, понятно, уже С-300 ракета. Цель не дать выскочить Трампу из украинского конфликта. Погибшие дети и зверушки, то, что эмоционально тронет. А сам дедушка многочисленного потомства клана, поэтому, может, цепанет. Мэр Терехов в курсе, все обсуждалось во время визита РДИ в Харьков. Российские военные, значит, тоже знают об этом провокации. Купинское направление как место запуска определяется. Возможно, вы не увидели, пожалуйста, сообщите. Ну, смотрите, я сообщаю исключительно как. Это как бы дело такое. Спасибо большое за то, что... Это Виктория пишет. Спасибо большое за то, что отправили. Вообще, в такое время вот это вот детки, зверушки, лучше вообще никуда не соваться, особенно если ты понимаешь, что... Ну что, Зеленский, это, кстати, очень важный, это очень нужный такой совет. Я не буду там говорить, чья провокация, кто, откуда, ну, чтобы не пришили, знаете, еще там чего-нибудь. Это все-таки дело такое. Все прекрасно понимают. Все прекрасно понимают. Особенно, когда увидели американский Лукас 1 в 1 герань. Все прекрасно видят, понимают. Тут дело в другом. Тут дело в том, что себя надо беречь, и лучше там, где поменьше народу, лучше как бы тихо, по-семейному. Пасха, праздники. Посмотрим, будет ли перемирие на Пасху. И я считаю, что это очень какое-то хитрое перемирие. Очень опасная будет эта Пасха в контексте вот этого давления на Зеленского, о котором он начал открыто говорить. До Пасхи должны прогнуть. Ну а провокации, конечно, никто не отменял. Поэтому будьте аккуратнее. Так.
Так, Александр, именно бангладешцы, а украинцы, третья волна в Канаду и Европу уже еще поедут к родне. Ничего не напоминает. 18-22 год, 41-49, 14-27, да. Поедут к... Так, Александр, поедут к родне. Да здравствуйте. Почему дебильная пропаганда использует простую схему? Чужая пропаганда или чужое ТЦК придет и словит тебя за деньги? Деньги затмили разум? Пропагандистам вы имеете в виду деньги? Потому что это работает. Посмотрите, это все автомат Калашников, это работает. Метки на асфальте в начале войны. О, мародеры, давайте разденем лозиной, отхайдокаем, там, побьем. Но это же дикость. Но это же было. Это на фоне массовой истерии, это вот выпуск пара, это социальные такие эксперименты над людьми проводят. Так, значит, продать за бусы. Да, зазвучало по-иному, продать за бусы. Да, я с вами согласен. Александр, хотелось, что вы думаете о Закарпатье? В чем наша проблема? Да нет никаких проблем на Закарпатье. Я там был, правда, один раз. Я, там часто не был, но один раз был. Знакомился там с культурой на телевизионном фестивале международном. Ну, ничего, как интересно. Люди понравились. Да, там разные совершенно. А в чем? Нет никакой проблемы в Закарпатье. О какой проблеме в Закарпатье вы говорите? Вот так вот. Через 10 минут день дурака пора. Через 10 минут день дурака пора выключать. Это точно. Да, друзья, до дня дурака не будем с вами тянуть эти 10 минут. Я буду всех вас благодарить за то, что мы вместе, за то, что мы... спрашивают, что по новостям. Албанию победили в товарищеском матче 1-0 украинцы. И на трибунах голяк, никто не пришел на эту игру. Значит, так, сообщили, что Ан-26 в Крыму подбили. Причем там военкоры российские пишут, что на борту могло быть до 30 человек личного состава. В общем, жуть и наконец, очередная победа. Значит, Су-34 сообщали днем сегодня, а вот сейчас вот еще Ан-26 поразили в Крыму. С личным составом этот был самолет. Вот что у нас тут по новостям. Поэтому там пропала связь во время планового перелета. Экипаж пока непонятно, что с ним. Предварительным данным поражающего воздействия вроде как не было на самолет. Направлены поисково-спасательные группы. Как и завод, наверное, в Татарстане сегодня. Сам как-то взорвался, что-то случилось. Так. Смотрите, еще, конечно, в шуме много чего не рассказал вам, да, но по поводу новостей, но, в общем, самый главный момент, вот с 1 апреля пишут, что Telegram окончательно все-таки заблокируют. Причем ни одного официального заявления об этом нет, но никто из чиновников ничего не подтверждал и не опровергал. Все давали понять, что все в Макс переходите. Но, в общем, когда точно произойдет, не говорили, но все все, так сказать, сейчас на чеку. 7 минут до 12 ночи. Так, значит... в принципе, на этом все. Спасибо большое за то, что побывали сегодня на шуме. Спасибо вам за то, что мы вместе. До полуночи там фактически. Я не буду говорить, что у вас спина белая. Просто март, конечно, был такой. Ух. Вообще год лошади такой. Галопом проскочили мы этот март. Март войны в Иране. Март, в котором вскрывается достаточно многое.
И я очень рад, что мы обо всем об этом говорим вот так в прямом эфире, в комментариях. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Вот пишет пользователь Александр, почему вера так странно разрушается, все верили в добро в 19-м, в 26-м, вроде все в аду. Потому что маски у негодяев, у нечисти маски такие, понимаете, их тяжело различить. Ну, ошиблись, что, поверили, доверчивые украинцы. Обманутые расплачиваются. Ну что, расплатились уже сполна. За все уже заплачено. И когда вот вам будут говорить очередные какие-то там по телевизорам и по экранам, вот за что погибли наши хлопцы, наше все, за что это было. За то, чтобы мы поняли, что не надо воевать с Россией, вообще воевать не надо. Надо заботиться о себе, друг о друге, о том, чтобы был свет, вода, еда, чтобы пенсионер не умирал, чтобы не воровали людей, не избивали, и государство надо строить, правоохранительную систему нормальную, со сдержками, противовесами, а не аятоллой Зеленским. Вот за этим, за наукой, ради этой науки и сложили головы те, кто защищал эту страну под этим флагом и под этим гербом. Вот ради этого. А не от путинского ТЦК. А ради того, чтобы мы внутри сами разобрались. Вот такая наука. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся обязательно. Хорошо.